Опять 2 раза Genshin включился. Ах, да. Еще надо браузер вырубить другой. Так, ну что ж, всем привет, с вами Stonecrush, и мы продолжаем Genshin Impact. Тара-та-тара-та-там. Немножко я подправил звук, потому что я слишком иногда тихо говорю, даже не понимаю этого. Микрофон как бы это не улавливает. Так, в ювелирный дом надо направиться, но мы пока не будем в ювелирный дом направляться. Нам сейчас надо ежедневки делать. Надо еще 4 босса одолеть. Смогу еще потратить. Так, ежедневки в Монстате? Нет, не в Монстате. Ежедневки у нас вот здесь. Ага. Самую близкую берем. А, у нас же еще... Блин, я забыл. Ну ладно, я в экспедиции заберу потом. Прямо в сердце. Так, она где? Вот здесь, что ли? Так, уйди отсюда. I must leave no stone unturned. Блин, надо аниму поменять. Ну хотя... Я, в принципе, и так нормально. Это что такое? А, мы тут были. Какие испытания? Победите всех врагов на время, да? А где оно? Или находится где-то здесь? Вот это испытание, что ли? Ну. Допустим. Steady as stone. Come a little closer. Так. Все готов. А, еще какой-то. А, ты что ли? Ну, тебя-то мы легко победим.
Такс. Не засчитали? Это просто испытание было, что ли? Ну да. Такс. Такс. Давайте сюда. Стоялый двор Баншу. Строк среди воров не сыскать, чести не сыскать. А где здесь враги-то? Опять наверху. А, вот и воры. Let's spark things up a little. Ах ты зараза. Да, не залезай. Да куда? Missed a spot. Swingblade. That tingle? Ice fire. Запись заоблачной вершины занесена в архив. Так, ну стрим идет. Нормально. Так. Так, что у нас тут? Распространяя зло. Ну, внизу. Еще ниже, что ли? Видимо, да, еще ниже, вот оно. Хотя нет, наверное... А нет, все правильно. Ну-ка. Бах. I must leave no stone unturned. Так, опять тут эти скалы поставили. Ой, не скалы, столбы. Или тотем, или как они там называются. Ладно. Вот сундук. A reward on the road. Так, от тебя как избавиться? Зараза такая. Leave it all to me, as a good knight should. Иди сюда. Я тебе щит разломаю. Куда ушел? Восстановился, что ли? Ты серьезно? Come a little closer. Steady as stone.
это бесполезно на него. Windblade. Да сколько тебе бить-то можно? You're in for a little shock. Так, еще одну надо пройти точку. Так, вот тут сундук вот по пути. Another test. Freeze! I got careless. Freeze! Picked the wrong test. Windblade. I got careless. I missed a spot. Freeze! Boba, get them. Freeze! I got careless. Picked the wrong test subject. None of this will go to waste. Так, где-то наверху. А, ну тут можно и так достать. До каждого побежденного монстра. Это все? Это все задание было? Так, равновесие пока потом. Так, потратить 150 единиц смолы, добудьте 10 минералов. Ну, минерал мы добудем. Надо в гильдию идти. Собирать награды. Кстати, да, у нас, наверное... А, особое событие, смотрите-ка. Почему-то мне не говорят, что я должен туда идти. Так, ты кто? Магазин «Вторая жизнь». Говорит, с закусками. А где у нас? Где у нас гильдия-то? Я ее потерял. А вот она. Вот она. Ad Astra Ab. Награды поручений. Thank you for completing.
Add Astra. Так, награда ранга приключений. Я, кстати, ее не взял, что ли? Нормально, я, конечно, играю. Add Astra. Так, экспедиции. Так, ну тут... Кая идет. И остальные-то... 4, 7, 8... А без разницы. Так. Минералы собрали. Тратить 150 единиц природной смолы. Все потратим. Кто у нас в друзьях новых? Гура у нас в друзьях новый. Так. Губая могу. Ой, капец. Уровень 55. Все такие мощные. Я такой мелкий. Почта. Ага. Пойдем подготовить специальный опрос, ваши ответы помогут улучшить игру и исправить наши ошибки. Что, будем проходить опрос? Вам видно? А, да, вам видно, реально. Ну давайте. В каком году вы родились? Сейчас все обо мне узнаете. 89 год. Мужской. Какой платформе вы чаще всего играли в Genshin Impact за последний месяц? Выберите подходящие варианты. ПК. Следующий вопрос связан с событием Войны Лабиринта. Период события понять различные испытания мистической палаты Омё. И получайте стертые скрижали, которые в магазине события можно менять на камни истока. Корону прозрения и другие награды. Окей. Вам известно о событии Войны Лабиринта? Не знаю о таком событии, не видел еще. Следующий вопрос связан с событием «Слушая звуки мира». Слушая звуки мира во время события выполните особое поручение Кадзухи. Используйте подаренный им музыкальный инструмент и сыграйте вместе с одним из персонажей. Чтобы набрать соответствующее количество очков, получить цветочную цитру, камни истока и другие награды. Нет, я не знаю о таком событии. Возможно, у вас есть предложение или мысли относительно версии 2.2, которыми вы хотели бы с вами поделиться. Оставьте нам сообщение и благодарю вас за поддержку. Что бы мне сказать? В принципе, меня все устраивает. Меня все устраивает. Как закрыть? Вот это закрыть. Вы проходили опрос. Ну да, проходил. А все вот. Награда за прохождение опроса. 30 тысяч дают, нормально. Не зря потратил время на опрос. Новое письмо. Так вот, только что. Так я его уже... Я на него уже ответил, на это письмо. Так, надо смолу потратить. На несколько смолу потратить. Плюс одному. Так, возвышать-то можно? Надо пира этот гипостазис. Пробудить нельзя. Возвысить нельзя. Алхимия, блестящий камень Гуюнь. Алтарь грозовых туч. А где здесь алхимия? В Манстате все удобнее куда. Здесь вообще ничего не понятно. Давайте в Манстат.
Обычное море какое-то. Так. Так. Алхимия тут рядом. Вот она. Огонь и вода. Так. Вот это нужен мне. Блестящий камень Гаюнь. Компоненты нужны какие? Ну-ка. Блестящий камень Гуюнь. Винина лавка Лиуэ. Я не знаю, как выглядит сувенирная лавка Лиуэ. Точнее, я не помню ее. Владелец великолепного ветра. Наверное, вот это, вот такой должен быть знак. С алмазом. Где здесь такой знак? А вот он. Далеко. Is there time for a quick snack? I'll whip one up in no time. Ювелирный дом. Так, вот это, наверное. А, ну это мы по оригинальному A квесту. guy called Mung Dan told us that we could get a nice and shiny box from your store. Мне не коробки Uncle нужны. Mung already told me about it. Thank you both for saving him. Many of the best goods in our store were found by Uncle Mung. If anything were to happen to him, it would be impossible for us to continue doing business. Here, this container is itself an antique, with at least 140 years of history. Yep. It's great. Hang on a moment. Could we borrow one other thing? Sure, please help yourselves, as long as it's on our shelves. Traveler, this clay pot looks really awesome. If we use an antique as our mixing bowl, we should be able to make a great snack. It's done! The one and only sugar-frosted slime! Carefully now. Into the box it goes and dust it over with a bit more powdered sugar. Oh yes, you might want to use these 2 freshly picked flowers as decorations too. Woohoo! It looks beautiful! Почему-то я испытываю чувство вины. Great! Now that we've put all that we've got into this box, let's go to the Jade Chamber to see Ningguang. Ты подожди пока с этим нефритовым дворцом. Реклам. Так. Thanks for saving Uncle Mung. Well now. А, погоди. А покупать что-нибудь нельзя, что ли? Thanks for saving Uncle. Well now. В смысле? Join the Adventurers Guild. Race you! Что я не понял. Антиквариат. А покупать-то мы будем что-нибудь?
Ну, вы продаете. Ну, не. Join the Adventurers Guild. You'll have a blast. Что-то я хотел что-то купить, но в итоге не купил. Хотел предмет купить. Ну у тебя же это. Thanks for saving. Well, now. Не, она не хочет. Ну ладно. Как хочет. Так. Угу. Так, артерия. Придется бежать. Вот сюда. Их помочь некому. А, вон ту открыть штуку можно, интересно? И тут геокула где-то. Так. А, у меня нет ключа. Окей. А геокула где? Опять в воде? Или наверху? А, вот она. Тут еще одна есть. А, вон она. Яку я, конечно, насобирал. Out of the frying pan, into the fire! Достижение. Угу. Ну иди сюда. Leave it all to me. Come a little closer. Так. Come a little closer. Swing blade. Угу. Пойдем к телепорту. Этот чат сегодня не работает. Так, что телепорт активирую? Вот он.
Вчера было намного активнее. Так, давайте-ка вот это активируем. Leave it all to me. Так, Nice and spicy. You're toast. давай, вались. Угу. Еще. Ледяные. Windblade. Out of the frying pan, into the fire. I must leave no stone unturned. Windblade. Готов. Блин, тут сейчас надо лучнику из лука стрелять. Где они? Ладно, давайте артерию. Так, возвращать нам некого. О, созвездие открылось. Так, Коран тут возвышать. Вот это бы найти. Здесь и камень Гуюнь. Или вот это найти. Ракочущие руины. Это где? Подземелье еще не обнаружено. Блин. Все не обнаружено. Опять затопленное ущелье. О. Давайте его пройдем. Угу. Вот тут есть. Ну давайте.
Так, криво надо. Да я без криво справлюсь. Эффект медленного потока сильно увеличит время отката навыков персонажа, пока гидроэффект не будет снят. На моей артерии земли. Ну, я так понял, это просто испытание такое, да? Аренное. Windblade! 23 врага. Come a little closer. Try not to enjoy this too. Steady as stone. Time to clean up. Nice and spicy. Eat this. Нормально. Справимся, думаю. You're in for a little shock. Черт. Можно не справиться, можно не успеть. Да стоп тебя. No stone unturned. Ух, успели. Кое-как. Кое-как успели. Все, да, победа. Но предмет мы взяли, это хорошо. Надеюсь. Да, дали. Два таких. Нормально. И подземелье. А то вы смола, что ли, тратится. Ну, погодите-ка. А, тоже смола тратится за подземелье даже? Не знал. Так, ну чё? О! Возвышается. Отлично. Отлично, оружие прокачали. Это что, мы старые луки, что ли, улучшаем? Одной звезды? Давайте. Но они не такие хорошие. Так, надо 6 таких 6, таких 6. Тысяча 700, фига. Урон. You're in for a little shock. Искусство воина дали. Ачивку какую-то. Так, где ачивки-то, смотри? А, вот здесь же. Достижение мастер элементов. Понять один раз, удалить 4 врагов с помощью реакции перезагрузка за 2 секунды. Путешествие героя.
Подвысьте оружие до фазы 2. Как пройти 3 подземелья воли, материал возвышения оружия. Так, я это одно прошел. Еще надо одно. Windblade! Так. Ну, мне надо еще смогу потратить. Странно, что стрим непонятно, идет или нет, наверное, идет. Так. Вот здесь смогу потратить. Он, по-моему, там, да? Ага. Феи летают. Windblade! Вали отсюда. Leave it all to me. Windblade! Так, сундук. None of this will go to waste. И еще сундук. Больше сундуков мне. Pay your dues. Так, ну здорово. So soon. Surrender and I'll be gentle. Нормально его валит. Can't run from death. Еще опыт. Ну, опыт мы потом потратим. Так, тут где-то это есть. А, вот она. А, ну это вот так делается. Хорошо, что я не поменял. И тут еще одна. А, только эту я не достану. Это, видимо, бочкой надо. Ничего не поставить. Так, вот этого со щитом надо завалить.
Come a little closer. Пока у него нифига ему урон наносится. Not breaking a sweat. Finished. Нормально. Open sesame! Oh, now I'm hungry. Вон еще одна. Еще одна артерия. At the frying pan, it's You're in for a little shock. Что там? С чатом проблемы. Алло. Привет, Рома. Как вчера долго сидел мистер Грин у тебя? До самого конца? Видел, Рома, ты подписался на мой второй канал. Ну, спасибо тебе за это. Come a little closer. You're in for a little shock. steady as stone. Потихоньку он растет. Но он за 10 месяцев вырос до 78 подписчиков. Причем не все видео можно выкладывать было. Авторские права там прилетали и все такое. Но мне как-то пофиг. Nice and spicy. Crazy. Ах ты! Задолбали эти ледяные. Don't be such a brute. Так, Leave it all вот to это, me. надо вот это поставить. А толку-то? You're in for a little shock. Куда ты убежал? Come a little closer. At the frying pan, it's the fire. Там некоторые видео и по 100, по 300 просмотров собирали. Windblade. You're in for a little shock. Но у меня и стримы тоже некоторые почти там один стрим, по-моему, по 1000 просмотров самого. I'll catch up. Да ё-моё. Ну так, потому что люди искали фильм, а нарвались на игру. Честно, я этого не хотел. Чтоб так получилось. Let's spark things up a little. Эх ты, зараза. Steady as stone. Хоть камень уроды. На тебе. Все, завалили. Так. Угу. Давайте вот этот сундук возьмем. А, вон там артерия, кстати. Сколько у меня смолы? 75. Еще хватит. You're toast.
a reward on the road. Давай, погнали. Come a little closer. Nice and spicy. Time to clean up. I'll Так, catch up. давай. Вались. Someone needs assistance. Вроде пятница, а сегодня как-то не очень хорошо активность идет. Совсем не идет. Печально. Windblade. Давай, ломай. Так, тут у нас Якова где-то недалеко. А, это вот наверху. Как-то мне надо прыгнуть. Или это не та? А, не, это собирается. Другая Якова была. 55, 160. А, ну вот, ну рядом. Тут телепорт, кстати, есть. Вот до него сбегать. Ну, уровень персонажа у меня уже 50-й, значит, я уже как половину. Половину сделал того, что надо сделать. Еще надо половину сделать. Где ты? You're in for a little shock. А, это не испытание, это телепорт. Windblade. Так, ты сваливай отсюда. Come a little closer. Leave it all to me. Угу. Так, вот этих сейчас надо сломать. Ах ты зараза, а. Ты зараза, а. Come a little closer. Написано, иммунитета все равно урон наносится. Да блин, ну лед. Come a little closer. Oh my. Так, 29 ранг. Можно сказать, почти половина.
Так, богатый сундук. Is this an answer from this world? Так. Сюда надо идти. Так, у нас... Как? Иван еще не подошел. Так, сколько у нас смолы осталось? Еще на 2 раза хватит. А что такое? Каменная табличка. Меня зовут Басациус, я Якса, я следовал за властелином, чтобы бороться и положить конец чуме. Хотя Якса обладает огромной силой, мы скованы нашими обязанностями и ими же запятнаны. Мир в Лиюэ восстановлен, но из Якс остались только я и Алатус. Я хочу покинуть этот мир, меня с ним больше ничего не связывает. За печатями я оставляю во свое богатство, и судьба будет благосклонна к тебе, прошу, забери их себе. Желание Якса. Найдите способ открыть каменную табличку. Так, пока нет, пока не будем. Пока мы вот с этим решать вопрос будем. I must leave no stone. You're in for a little shock. Куда ты ушел? Ну-ка вернись. Come a little closer. Да стал исчезать. Иди сюда. Иди сюда, зараза. Ну где ты? Try not to enjoy this too Да, much. блин, вот гад. Иди сюда. Ну куда ты исчез? You're in for a little shock. Leave it all to me. Can't run from death. Окей. Так. Это что у нас? Сундук. Swingblade! Steady as stone. Come a little closer. I must leave no stone unturned. Come a little closer. You're in for a little shock. Swingblade! Да, как тебя завалить-то? Окей. Вот сундук. Драгоценный. What a bountiful harvest! Так, нам надо еще один этот найти. Еще одну артерию. Смолу тратить надо. Ты зараза.
Грин там, конечно, интересные условия там ставил. Из-за таких условий люди вообще перестанут заходить, мне так кажется. Типа подпишите, тогда будем вместе играть. Но... Я не в том положении, чтобы условия какие-то ставить. Вот серьезно. Leave it all to me, as a dutiful maid would. Так. Someone needs assistance. Угу. Ах ты, зараза. Да ты обалдевший, а. На тебе You're in for a электротока. little shock. Нормально на током бьет, конечно. Еще одна артерия. Так. Камня не хватает. Еще одну. А в задании надо еще 10. Испытаний подземелья надо завершить. 3 просьбы жителей. Выполняйте выполнить 3 заказа на монстров. Получите в общем 1000 единиц сокровищ обители. Это как вообще? Бродячего духа в чайнике безмятежности другого игрока. Это тоже что такое вообще? И та бездна. Та бездна пока рано. Можно сходить вон туда. Вон я вижу Аминакуву. Я могу ее не взять. Я попробую. Я нет, долечу. Ой, это не Аминакува, это Геакува. Ошибся немного. А чё она не летела-то? Я уж думал, это упадет. Так, где моя... Где мой телепорт? А, внизу? Так, а вот это надо зажигать, я так понял. Губа, давай быстрее откатывайся. Nice and spicy. Дело пожара. Out of the frying pan, into the fire. Goba, get them. Ура. Богатый сундук. Open sesame. Oh, now I'm hungry. Мгм. Так, мне нужен телепорт. Вот он. Ну, пойдемте по сюжету, наверное. Смола еще не скоро восполнится.
Так, что там по сюжету у нас? If there's nothing better to do, we Равновесие. could go foraging for Вот оно. Равновесие. Да какая метка? Гавань Ливая. Прям чуть на голову не свалился. According to Kuching, this is what we should say. Excuse me, do you sell the moon here? Yes. How many would you like? It's not convenient to speak of numbers here. Ah, well said. Please, use this to ascend to the chamber. Yes, speaking of which, are you two the guests that Lady Ningguang has arranged to meet with today? Yep. And yet the code they used was not the one for guests, but for the Yuheng. What's going on here? Не гостевой пароль, а пароль нефритового равновесия. Так нам сказали этот пароль. I've been waiting for you, returnee from Joyun Karst. Пришелец. It's Ningguang. Since this is our first meeting, we've prepared a gift. I hope you like it. Oh, for me. You have my thanks. It seems that I have made things difficult for you, considering that you were supposed to be my guests. Как же губы не совпадают. Oh no, it's nothing. Нефритовый дворец очень красивый. Я впервые поднимаюсь так высоко. Нефритовый дворец очень красивый. I'm glad you like it too. This palace floats in the skies, higher than the peak of any mountain. From this vantage point, one may survey all of Liyue. I have been gathering the funds necessary to build it from the time I began learning the merchant's craft. And since becoming the Tianjuan, I have spared no effort in hiring the best craftsmen to constantly extend it. At first, it was but the size of one room. Now, it is large enough to blot out the moon in the skies above Liyue. One day, I believe it will overshadow all 7 nations. А у Воли Небес весьма амбициозные планы. Not many from outside Liyue earn the right to ascend to the Jade Chamber. But I have been in correspondence with the acting Grand Master of the Knights of Favonius, who spoke highly of you. As such, I have been putting eyes and ears out ever since you reached Liyue. What? And I finally got wind of your movements when you were on the way to Wangshu Inn. Wait, was Vergoldet one of your people? Just Vergoldet? No, everyone at Wangshu Inn is one of ours. О как. Кругом шпионы. По пути мы встретили нефритовое равновесие. At the Guizhang Ballista, yes? You weren't peeking on us from the skies the whole time, were you? I fear that peeking would have been a little difficult from this altitude. Our eyes and ears are more than sufficient. You two are very interesting people, after all. It would be natural to take an interest. Сын сказал, что ассасин не желает слава стилину камня. Well, I wouldn't expect you to trust us, considering that you have had far more interactions with the Adepti. The reason I invited you here was to clear up some misunderstandings. Окей. Небо не предел. Так. Это новое достижение. Надо получить за него награду.
В процентах я не очень много тут прошел, да? Опять с ней разговаривать, что ли? I believe that you've heard of the Archon War. В общих чертах. Many gods used to walk this earth, and many long wars were fought between them that did not abate until 2,000 years ago. Much blood was shed, and many lives were lost. In the end, only 7 victors remained standing in Tevat. They built cities and nations on the corpses of the vanquished, and thus began the era of the 7. You can see Goyun Stone Forest from here, I trust. It is no natural rock formation. Those are giant spears of rock hurled by Rex Lapis during the war. Beneath the spears lie those cast down by Rex Lapis in those days, gods that failed to seize the title of Archon. Not only is it true that gods may die, but so too has the membership of the 7 changed over the last 2 millennia. Rex Lapis's passing is an unimaginable disaster for Liyue, but the Order of the 7 will not collapse simply because of that. Another Lord of Geo will arise sooner or later. Yet, how are we to forget Rex Lapis? When that time comes, the relationship between the people of Liyue and the gods and Adepti will surely be different from before. Even in a new era, the Liyue Qixing remain Rex Lapis's former subjects. Do you really think us capable of having played a part in his demise? Of lacking the foresight to see the certain repercussions? Зачем же вы спрятали Экзувию? That day at Yujing Terrace, it was also very sudden. Even I was caught completely off guard. You were there, you no doubt saw. But our enemy has long lain hidden within the harbor. If we do not act against them now, they will surely gain the upper hand. Hiding the Exuvio was a necessary maneuver to take the initiative back, to play the spider while our foes scurry about. Who's this enemy you're talking about? Афатуи. What do you think, traveler? Он. Huh? What are you two talking about? Well answered. The scenery out here is fine indeed, but the wind is a little strong. Our preparations to receive guests within are complete, so please, this way. Так, войдите в нефритовый дворец. Ну, пошли. Wowee! What a huge hall! Paimon's never seen such a fancy place before. Угу. Вот мы и в нефритовом дворце. Что-нибудь украдем. Фарфоровая база бледно-зеленого цвета с узким основанием вазы, широкой кистью. Да. От фото Южного Креста. Почему-то автоматическое нажалось. Я не хотел автоматическое. А, я на случайно квадрат нажал. Еще раз. Заказ третьего дня том, традиции Лiyue, встречая Бога, успешно доставлен в нефритовый дворец. Покорно прошу госпожу Лингуан принять. Принять одно слово в Facebook к 1, 2, 17, 7, 8, 8, 2, 19, 2, 2, 19, 8, 5, 6, 1, 4, 5, 7, 4, 5, 5, 11, 5. 8, 19, 1, 2, 10, 14, 1, 5, 5, 12, 8, 5, 6, 13, 11... 2, 3, 13, 13. О, господи, ты боже мой. Почему такой... Почему так много цифр? 6, 5, 6, 14, 8, 8. Кто это стер строку на подписи? Ее невозможно прочитать. Ну и ладно. Есть предметы?
И здесь и воровать нельзя. Весы. Даже если обрушатся горы и земля уйдет у нас из-под ног, контракт останется неизменным. И более контракт защищает гору Тяньхэнь от прорывы подлых махинаций. Be at ease, you two. Make yourselves at home if you wish. Can we really? I have invited you two here as friends. And when friends come over to play, our enjoyment comes first. А что это? Naturally. А что это там? Ooh, isn't this that legendary wall? Why, you've kept your ear to the ground, I see. That's because even the storytellers are talking about it. Everyone's after a piece of paper from that wall. It's super famous. That's because that wall records Leo's secrets. Merchants have always been attracted to secrets. But the secrets of the mercantile world are of no interest to you, are they, traveler? You're rather special, really, and I think you're quite aware of that. If possible, I'd like to have your trust. But if you were to choose the more trustworthy person between myself and Kuching... Выбор между верой и в богов и неверием. Мне близок скептицизм Кацин. Наверное, так. You'd pick Kuching? Nah, I had a feeling. I originally thought her a bit too hard-headed. With someone of her character on the Qixing, I've had some extra messes to clean up behind the scenes. But after she said those words, the time of the Adepti has long passed. If even the Liyue Qixing don't want to face that truth, then what future is there for Liyue? Well, I must say that quite a few of my doubts have been dispelled. I won't deny that Rex Lapis's passing seems advantageous to us. But, for Liyue's sake, we cannot allow ourselves to be shackled by rumors of our usurpation of power. Стоит полагать, Фатуи приложили руку к распространению этих слухов. Indeed. It seems that you understood what I meant to say from the very beginning. I called for the gag order and for the Exuvia to be hidden to temporarily stabilize the situation, and also to prevent something similar to the incident in Mondstadt. With Rex Lapis's death, the Fatui have busied themselves with many clandestine actions beyond their diplomatic remit. As the Tianquan, one responsible for Liyue, I cannot be too concerned with appearances when opposing them. Allowing the rite of parting to take place was also meant to buy some time for us to take control of Liyue's administration. It's exactly as Zhongli said. The Qixing only provided the venue for the rite so they could use us for their own ends. Wait, that's right. Speaking of ends, could I say one other thing? Of course. Paimon's heard that anyone who sends a greeting gift gets a little something in return. So, does that include us? Пайман, сейчас не самый подходящий момент. It's all right. I like direct people. Well, we have made quite a bit of trouble for you recently. How about this? You can pick any one object here as you please. Любой. And you may take it with you. Yay! Paimon was just waiting for you to say that. Let's see, what should we get? One of the sheets on that wall. Ты серьезно? Don't look at Paimon like that. One of these sheets of paper will sell for crazy prices, even if it's only as large as Paimon's fingernail. Just imagine how much more a whole untorn sheet would sell for. Ну ты... У меня слов нет. One, the biggest one. Берите какой-то документ забрать с собой. Только документ забрать. Россыпь жемчуга. А, то есть это можно забрать так, да? Huh? Well, that was an easy search. The biggest sheet is right up there in the most obvious
written on it. Huh? There's a place marked with a circle on here. Oh, could it be treasure? Whatever it is, it better make us filthy rich. Let's see what's written over here. Sigil of permission, something, something, Fatui, research, copy. Huh? Aw, that doesn't sound like treasure at all. This piece of paper shows that a Chising spy discovered traces of classified Fatui research on the Sigil of Permission. Oh, Ningguang did say that the Fatui have been up to all kinds of mischief in the shadows of Liyue. Spreading rumors, wanting to get their hands on the Archon's body and whatnot. But research on the Sigil of Permission? Paimon wonders what they're up to. Speaking of which, there's also some connection between you and the Sigil of Permission. Seems there's still more for us to find out. Все это выглядит слишком подозрительно. Нингуанцева он специально направляет нас туда. Oh, you really think so? Well, should we not go then? Нет, у меня есть идея получше. Oh, so you're saying that it's precisely because we can't completely trust Ningguang that we should confirm the truth of what she says for ourselves. That's way out of Paimon's league. Paimon thinks she's been nothing but good to us. Мне кажется, Чалду доверять нельзя. Anyway, we'll see if you're onto something. Before we look for Zhongli at Dihua Marsh, let's go to the place marked out on these papers and see if the Fatui really are up to no good there. Я думаю, да. Я думаю, что Фатуи это враги. Так, а нам что, спускаться так? А здесь есть телепорты какие-то в этом месте? Или в это место мы попасть только по сюжету? Что тут есть вообще? Полазить, посмотреть. Тут все охраняется вроде как. Сюда дойти нельзя. Да вроде тут никуда дойти нельзя будет. Извиняюсь. Ой. Ладно, полетели тогда. Куда нам надо? Ясно, куда нам надо. Далеко. Так. Скоро уже наберется. Надо будет сходить. Направляйтесь к месту, указанному в документе. Вот оно. There really were Fatui at the location written down on this piece of paper. And they look really mad at us too. Это Фатуи? Я думаю, это не Фатуи. Come a little closer. Roba, get them! Hey, My.
Send this quickly. I must leave no stone unturned. You're in for a little shock. Let's spark things up a little. Да где я? Ты зараза. Send this quickly. Into the fire! Так, перезагрузка. Come a little. Leave it all to me. You're in for a little shock. Nice and spicy! Send this quickly. Steady as stone. А, вот это потуй. Come a little closer. That seemed to work. This is true. Leave it all to. Привет, Василий Морвин. Some quiet. Так, это мы активировали. Следование Фатуи. Так. Так, а что мне надо сделать-то? Или под это сходить? Так, где он? Где этот сорняк? А вот он. Be gone! Все завален. Здесь где-то. Но это я уже открывал. Так. Вопрос. Да, я не пойду. А, выше написано. Угу. Steady as stone. Oh no, I'm gonna ruin my gloves. Boba, get them! Out of the frying pan, into the А, вот они, эти исследования. There are so many talismans here. And some stacks of blank paper too. Выглядит как узор на What are талисмане. they for? Вероятно, они хотели подделать талисман. Вот, наверное, подделать. Paimon's seen this pattern before. But where? Oh, Paimon knows! It looks just like the sigil of permission the child gave you. But how did a relic of the Adepti end up in the hands of someone like Child? Это необычная реликвия. Suspicious. Oh, that's right. Cloud Retainer said that when the Lord of Geo created the Sigil of Permission, it wasn't to be used as some old relic.
talismans like that were once used in the Archon War to channel divine powers. Maybe the Fatui are copying the Sigil of Permission in hopes of achieving a similar effect. Being able to channel divine power in battle? Whew, that sounds pretty dangerous. Фатуи определенно замышляют эти бумаги только верхушка айсберга. Фатуи замышляют что-то. And the plot thickens. We'll need to keep an eye on Child, that's for sure. Но это давно было понятно. Alright, that's enough sticking around here. We gotta go meet up with Zhang Li soon. The last stop on our rite of parting preparations tour is Dihua Marsh. Let's go! Paimon hates being late. Так, надо смогу сейчас потратить. Так, где карта? Да, смогу можно потратить. Так, надо тогда к Архонту сначала телепортироваться. Статуя Архонта, точнее, а не к Архонту. Так, 6. Так, что там? Созвездие появилось. О, режущий торнадо. Увеличивает уровень навыка взрывной торнадо. Так, к Архонту мы сходим, нам сейчас надо смогу потратить. А где смогу потратить может? Я не вижу точек, где можно смогу потратить. А, вот она. Вот как раз возле нужного места. По пути будет. Сейчас 29 ранг приключений, надо будет награду за ранг забрать. Это мы потом сделаем. Обломок кристалла. Пригодится. Это не камень? Нет, не камень. Это не камень. Что там? А, он уже в сети. Ну, мне по сюжету надо идти. А тут электричество. В смысле? В порядку, что ли, их надо активировать? Или чего?
Пока непонятно. Может, надо побыстрее? Для этого мне надо тогда лучницу брать. Да... Ну не ступай ты. Leave it to me. Да, Wow, these will come in handy. быстрее надо. С этим гобой каши не сваришь. Just sharpen my spear. Get them! You're toast! Leave it all to me. You're in for a little shock. Так, надо еще этого достать. Блин, как я его достану-то? Windblade. Угу. Вот Is сундук. this an answer from this world? Так, мне надо сейчас артерию закончить. Nice and spicy. Так, электрический не очень эффективен. Steady as stone. Ну как, кристалл можно сломать? Нет, нельзя. Surrender and be gentle. Здесь электрический можно. I must leave no stone unturned. Get them! Угу. Race you! Ну все, идем по сюжету. Leave it all to me. Time to clean up.
answer from this world? Так, вот оружие мне как-нибудь прокачать. Это бы возвысить, да? До 40-го. Тоник 5 ракочащие руины. Где ракочащие руины находятся? А, понятно, в сети вниз. Ну ладно. Надо искать. Ладно, потом поищем. Right on time. I myself only arrived moments ago. Did you enjoy your visit to the Jade Chamber? It was so big and pretty and expensive. Paimon's never seen such a fancy schmancy place before. Как она с ума чуть не сходит. Indeed. It's second to none in all of Liyue. Then you met with Ningguang, I trust? What did you talk about with her? She's super rich and so generous. Paimon thinks she's very friendly. Все деловые люди умеют быть дружелюбными. Yeah, her take on Ningguang is quite different from Paimon's. She thinks that even the tactless Yuheng is more trustworthy than her. Oh, so you also met with Keqing then? What did she have to say? She said the time of the Adepti has long passed. If even the Liyue Qixing don't want to face that truth, then what future is there for Liyue? No respect for the divine. Indeed, contrary to the ever-bold Keqing, Ningguang is more of a businesswoman at heart. Though they are both members of the Qixing. Although she's friendly, there's no way of clearly discerning her true intentions. Нингуан крайне умна, Нингуан преследует собственные цели. Yes, she has only relied on herself to rise to her current position. No ordinary person could ever achieve that. It's said that she's the one behind the constant expansion of the Jade Chamber. It's the second most important thing to her. Even if she ever gave up the position of Tianquan, she would never give up the Jade Chamber. The Jade Chamber is only second. What's the most important thing to her then? Вообще-то они говорят нефритовый покой, а у нас тут перевод нефритовый дворец. Why, Mora, of course. Я не удивлена. Логично. All Ningguang talked about was the Fatui this and the Fatui that. She said that after Rex Lapis was murdered, the Fatui have constantly been trying to sink their fingers into Liyue, and that they aren't to be trusted. Выяснится, что Нингуан убил этого. Не удивлюсь. That is how the Fatui have always been. It doesn't surprise me in the least. А теперь они пытаются подделать печать согласия. No matter what they may be planning, you must be careful when dealing with the Fatui. Always be on your guard. So, is there anything we need to get for the rite of parting in Dihua Marsh? Yes, as a matter of fact, there is. Today, we'll be gathering wild glaze lilies. Glaze lilies? Well, why did we come all the way out here? Doesn't the garden in Eugene Terrace have some? Even Qingsa Village has glaze lilies. Oh, right! Paimon remembers that Madame Ping is always tending to flowers. Maybe we could ask her. No. Those lilies have all been gardened by people. They won't do it all. А, вон как. Dihua Marsh used to be full of glaze lilies. It is a sort of joyful flower that listens to human song. Before the Archon War, Dihua Marsh was all dry land and fertile soil. But the war caused landslides, and the land was flooded, turning it into the marsh you see now. Of course, there are some kinds of flowers that have been preserved and gardened by people in the city.
But very few people know that glaze lilies may still be found in the wild. Wild glaze lilies have the strongest fragrance. If we want to follow the true tradition of the rite of parting, we must grind up the wild lilies and place the powder in a censer of everlasting incense. But I'll need your assistance in gathering these flowers. Нужно собрать цветы, нужно петь цветам, нужно собрать цветы. No, I need you to sing to them. А, все-таки спела Singing to цветом. the flowers will make them more fragrant. So how good is your singing? Немножечко. Really? Why doesn't Paimon believe you? We'll only know once she starts singing. То есть петь надо, что ли? Исключительный аромат. Петь, потом танцевать. А может не просто небо надо использовать? It's time to sing whenever you're ready. Хе-хе. Da 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 da. Серьезно? What happened? These flowers are jumping. They look really Что-то мы angry. Is that спели, because you sang a song for Mondstadt that they don't understand? кого-то their разозлили. lyrics? Да. Поддай огня, Кая. I'm the frying pan into the fire. Come a little closer. О, перезагрузка. Steady as stone. Nice and spicy. You're in for a little shock. Да стоп тебя. Those weren't glaze lilies. Glaze lilies wouldn't hit people. Немыслимые враги. This little monster is known as a whopper flower. А, попрыгуни, так мы с ним сражались. Strange. These petals look interesting. The glaze lilies used as a disguise were buried with the whopper flower for too long. The result seems to have surprisingly potent medicinal value. Let's collect what we can of these petals. Well, that's nice and all, but will those petals be useful for the rite of parting? Unfortunately, no. That's so lame. Excuse me. О, Ганьёй пришла. Are you searching for glaze lilies? Oh, hey, it's... What's her face? Привет, Сяо Мэй. Can't remember. Ганью ее зовут. Hello, traveler. I'm surprised you still remember my name. Ah, that reminds me. How was your visit to the Jade Chamber? Да как твое имя не запомнить? Иван с тобой всегда бегает. Well, it sure would have been better if you told us how to get up there. Didn't I tell you the way? Surely I did. Нет, не рассказала. Nope, we found the way on our own. Это не секрет, поэтому ты, наверное, подумал, что мы знаем. Надо было нам не бродить самим, а просто спросить. Это не секрет. Oh, I see. Uh-oh. I guess I really did forget to tell them. Something seems a little off about Ganyu. She's acting different from the first time we met. Where's her serious attitude now? Ah, well, I met you at that time as an emissary of the Tianquan. But now, I am simply out on a stroll to see the flowers. Угу, понятно. You came all the way out here to see the flowers? Why not just enjoy the gardens of the city? Yujing Terrace is where Rex Lapis parted from this world. If I strolled through those lonely gardens now, I wouldn't be able to bear it. Whenever my duties take me near Yujing Terrace these days,
I draw the windows to block my view of the gardens. Oh, sorry. We shouldn't have brought it up. No, it's quite all right. I just haven't processed my emotions yet. When the Archon War came to its end 2,000 years ago, the first iteration of the Seven would gather in Liyue and drink with Rex Lapis. But 5 of those original 7 had already passed before Rex Lapis. It's Это truly a значит... changing of the guard. Yes. Now that the spirit of Rex Lapis has returned to the heavens, only Barbados of Mondstadt remains of the first 7. The other 5, including Inazuma's Raiden Shogun, are no longer the same friends from 2,000 years ago. Of the current 7 Archons, the youngest is Sumeru's god of Dendro. She is merely 500 years old, whereas Rex Lapis was more than 6,000 years old at the time of his passing. Это да, они живут. This means that Liyue had been under Rex Lapis's rule from the moment it was first founded 3,700 years ago. The city has never had to bid farewell to its deity. So what do you think of this farewell? Huh? This is a little sudden. As a mortal, I've never dared to imagine a Liyue without Rex Lapis. But as an Adeptus, I think I will eventually come to grips with reality. Since Rex Lapis has passed, the time of Liyue's contract with the gods and Adepti has now reached its end. Huh? Did you just say, as an Adeptus? Yes, I am a mix of human and Chilean. Adeptus blood flows through my veins. I fought for Rex Lapis and the city of Liyue during the Archon War. After the war ended, I signed a contract with Rex Lapis and took the position as secretary for the Chising. I've continued those duties to this very day. Теперь понятно, откуда у тебя рога. Неудивительно, что ты постоянно что-то забываешь. Дай про рога. Well, let's save that conversation for another day. You say that you are here looking for glaze lilies? I also know where wild glaze lilies can be found. See, I've just picked one myself. Here, you may have it if you wish. We dare not refuse it. Oh, so did you sing a song before you picked the lily? Indeed, I did. I know this tradition well. In fact, I sang a local Liyue ballad to it. Wow, so you really know your stuff, too. Thanks, Gunyu. No, it is you who I should be thanking. If not for this chance meeting, I never thought that I would be able to contribute to the upcoming farewell for our ancient lord. If you would excuse me, I should return to my work now. And that just about does it. Our preparations for the rite of parting are mostly finished. Given the ease of picking glaze lilies, I think this was a fitting end to our tasks, in more ways than one. Джон Ли подошел бы заниматься земледелием. Yeah, Paimon can already imagine him starting a business in Liyue. I've had enough ventures in my life already. Beginning a new undertaking is always difficult at first, and requires no small amount of effort. And once business is at full steam, the stress of it all only wears away at you over time. So you must be careful to take the time to step back and re-examine yourself. If left unchecked, the wear and tear on your heart may go well past mending. Wow. See? Zhongli sounds like he's already seen it all. Alright, I think it's about time we head back to Liyue Harbor now. Так, тут есть Геокула. Давайте ее возьмем. Как ее взять-то? Хватит невыносливости. Хватит его.
Надо еще выше. Вот отсюда, я думаю, соберем. Так, возвращайтесь в Лиюэ. Почему сюда? Давайте в гильдию. В гильдию искателей. Так, награды за ранг. Пожалуйста. Так, вот они. Чернильница какая-то, фрагменты. Нам надо сюда идти. Так, а вот сюда я могу пойти? Почему телепорт? Я не хочу в телепорт. Направо. Хочу посмотреть, ювелирка сейчас работает. Могу я купить недостающие вещи? Ну, где-то здесь. А нет, не здесь. Why did they have to give me that transfer? Ювелирка, ты где? Так, торговец. Стой еще. Тебе нравятся фотокамеры? Ну да. Это фотокамера обычная, это новейшая разработка Фонтейн. Фотокарточки, которые она распечатывает, получаются с особыми эффектами, каких в обычных камерах нет. Как так? Эй, ты что, не веришь мне? Гильдия искателей приключений может все тебе подтвердить. Я тоже не верю, я провозился с ней полдня, но все не мог заставить ее работать. Когда ко мне на помощь пришел один из искателей приключений. От обычных моделей она отличается тем, что у нее внутри. Для печати в ней используется особое зелье, благодаря которому фотокарточки выглядят намного лучше. Что скажешь, если я смог тебя заинтересовать, то ты можешь некоторое время ею попользоваться. Видов зелья у нее немного, но оставить впечатление хватит. Скоро я поеду в Фонтейн, чтобы закупить партию новых зелий. Так что я буду рад видеть тебя в качестве клиента. Сколько ты хочешь за эти зелья? Да цены не переживай, стоит они очень дешево, а если тебе нужно много, можно договориться о скидке. Камеру я дарю тебе. Если она тебе понравится, я буду рад иметь с тобой дело в будущем. И исчез. Уличный торговец. Где сувениры? Специальная фотокамера. Надеть. Иванович. Где ювелирная это? Или она закрыта? Ювелирный дом. А, вот здесь, наверное, он. Ну да, здесь. Сейчас она мне не продаст ничего. А, нет, вот. Занял прочное место среди промышленности. Так, все. Что ты можешь предложить? Ага.
Вот она. Чище песок Гуюнь. Доступно 1. Блин, 1 только. Распродано. А когда будет не распродано? Тут больше ничего и хорошего нету. А это что у нас? А, антиквариат. А, не, это не то. По-моему, здесь хорошие вещи где-то продают. Join the Adventurers Guild. Я не помню, где это было, что я покупал. Я знаю, что мне надо, но где это найти? Мне вот эти надо штуки. Свинина, лавка ливая. Сувенирная. Join the Adventurers Guild. The nightlife here is so vibrant. Это точно не сувенирная. Сувенирная, а не ювелирная. А как сувенирную найти? Это какая лавка? А, это гильдия. Это что? Гавань. Ресторан. Алхимия. А это что? Опять гавань. Как выглядит сувенирная лавка? Hey there. Don't be shy. Come inside. Ha! Adventurer! Think you can last a round against me? Мне нужна сувенирная лавка. Кузнец. Я реально не знаю, где сувенирная лавка. Ну-ка. А, понял. Я могу теперь вот так себя фотать. Закуски, закуски. Сувениры где? Чё, кругом одни закуски? А, ну тут уже все, это уже конец. Фу, сувениры давай. Охранник чайного дома. Совет ритуального бюро. Куда-то еще можно. Так, этот не тот торговец. Это антикварный магазин. Это ювелирный. Работница шатра.
Лек департамента по делам какой-то. Работница глазурного павильона. А где сувениры-то? Так и непонятно, так и не понял, где сувениры. Антикварная лавка. Где сувенирная? Уличный торговец. Антикварная лавка. Сувениры где? Здравствующий торговец. Я так и не могу найти сувенирную лавку. Где она? Сысы. Окей, сысы, так сысы. Управляющий кузницы, торговец игрушками. Вот тут сувенирка. Вот ты сувениры. Погоди, посмотри, как из этих вариантов редкое сокровище. А чем ты торгуешь? Ой, тебе интересно. Я скажу о каждом из них по походу. Посмотри на эту старинную фарфоровую флягу. Выглядит она не очень, но сейчас может стоить половину горы тигра. Обрати внимание на эту маленькую курильницу. Говорят, что в ней 1000 лет воскуривали благовония до самого властелина камня, и она наполнилась энергией адептов. Или взять этот чайник, когда-то им пользовался сам властелин камня, редчайшая вещь. Второй такой нет и не будет. Сколько они стоят? Стоят, прости, но эти вещи не продаются, я не продам их ни за какие деньги. Тогда зачем было открывать магазин? Вот умора. Кто сказал, что в магазине обязательно должно что-то продаваться? Хозяин открыл этот магазин для того, чтобы каждый мог любоваться этими замечательными предметами. Каждый день здесь проходят невежды вроде тебя и спрашивают о цене, но хозяину именно это и нужно. Странный человек. Так, это весенние ароматы. Загадки нефрита. Рестораны. Гурманы. Где? Где сувениры? Куда сувениры дели? Торговец с закусками. Магазин вторая жизнь какая-то. Наверное, какой-нибудь секонд-хенд. В общем, я не могу найти сувениры. Я уже все обыскал. Как раз туда, куда надо. This atmosphere is highly abnormal. It seems as though something big has happened. Felix. We should ask around a little, just to be safe. Ah, you're the consultant to Wengsheng Funeral Parlor. Mr. Zhongli, I presume. The Millilith are watching our every move now.
These are desperate times. We mustn't act rashly. Desperate times? The Adepti of Joyun Karst are finally on the move. Do they intend to exercise force? Most likely. I've heard that some members of the Qixing have already gone to meet them. Well, I say meet, but it's more like they're attempting to stall the Adepti outside the city. However, both sides were quite obstinate and hit an impasse. It seems inevitable, given the current situation. The Adepti do not acknowledge the Qixing. They only acknowledge the contracts of the Geo-Archon. If the two sides come to blows, Liyue Harbor will be in no position to stop them. Surely the Liyue Qixing are not the sort to give in so easily. Their boneheadedness is known throughout the lands. Yet it's because of that obstinacy that mortals and Adepti are now on the verge of conflict. And what now? How is it that the Fatui have come under fire? That's all Ningguang's doing. She proclaimed that in these tumultuous times, the Millelith must rein in the actions of the Fatui. Only now do they want to start keeping tabs on us? That's the Qixing for you. Anyway, Mr. Zhongli, you're one of Child's close associates. Please understand that your actions will reflect on us. Don't let anyone catch you off guard. It looks like things are about to boil over in Liyue Harbor. Что можем сделать? Мы не можем просто остаться в стране. Do you intend to use your neutral identity as an intermediary between both sides? Or will you use your sword to turn the balance? Neither path is an easy one. Oh, by the way, Mr. Zhongli, we've heard that the Wangsheng funeral parlor has also been caught up in all of this. They're currently squaring off with the authorities at the gates. Things are taking a turn for the worse. I'm afraid I must leave now to handle things back at Wangsheng funeral parlor. I hope that Master Hu has been able to keep things under control for the moment. Consider your next course of action carefully, traveler. If you're trying to prevent an explosion, it may be wisest to look for the fuse first. Having connections with the Fatui seems to be quite the double-edged sword. So what does Zhongli mean by looking for the fuse? Child, парень с рыжими волосами, богатенький придурок, который заваливал нас деньгами. Child. Oh, Paimon gets it. If there's anyone that wants to see the whole city turned upside down, it's definitely him. He must be waiting for the moment when no one is watching to do something really bad. But where could we find him now? Where would he go at a time like this? Следуй за мной. Так, задание выполнено. Угу. Так как сюда попасть? Даже телепортов нету. Придется одному бежать туда. Ох, блин. Коль, как ты. Ну хотя свет-то тут. Ну так-то 390 метров это не так много. Сейчас долетим. Можно еще вот так сфоткать. Я, блин, извиняюсь. Внутрь надо или куда? А нет, выше. Направляйтесь в Золотую палату. Угу. А, нет, вот сюда.
Правильно. Золотая тень. В погоне за правдой вы достигаете центра вихря. Там среди золота вас ожидает. Ночный режим. Рекомендуем уровень отряда 37. Мне хватит этого отряда. Wow! This is the Golden House? It looked impressive enough from the outside, but who would have guessed that it was even fancier on the inside? And so full of Mora. This is where all of Tibet's Mora is minted, right? In that case, maybe they won't notice if a few Mora go missing. Возьмешь хоть одну монету, и тебе крышка. Если бы все было так просто, то здесь не осталось бы ни одной монеты. Ну да. Oh, so it's a trap! Tricky, tricky. Good thing Paimon's got you here. But even if we can't take any, we can still have a closer look, right? А что тут Or смотреть? better yet, take a nap on top of a mountain of Mora. It's like a dream come true. Что-то тут не так. Oh, right. Back to business. It's quiet. Too quiet. Surely someone's gotta be guarding something as important as the Exuvia. Huh? Look! What happened here? Лилит. Uh-oh. Paimon smells trouble. Quick! We have to go make sure that the Exuvia is all right. Мне кажется, сейчас Чайлд придет. Кажется, Экзувия его. You've already fulfilled your task as guides, so why do you still linger here? Это Haven't you Чайлд. already seen enough trouble for today? Это Чайлд говорит. Huh? Who's there? If you were Fatui, I imagine that you would be entitled to a generous reward from the Tsaritsa herself. But now, you're nothing but dross, and you're in my way. Похоже, мы вовремя. Although I'm deeply grateful to you that I was able to effortlessly find this secret location, don't you think that trying to stop me now would just be wasted effort? Stopping the Mora Mints, hiding away the Exuvia. The Chising are really pulling out all the stops this time. So you've been planning to take the Gnosis from inside the Exuvia all along? Естественно. As one of the 11 Fatui Harbingers, it's my duty to see the will of the Tsaritsa fulfilled. Чего удивительного, что он на царицу работает? She will get that which she desires. Я не позволю тебе прикоснуться к Экзувии. Я этого не допущу. I'm not asking for your blessing, and there's nothing you can do to stop me anyway. The time for discussion and diplomacy has already passed. I mean, if it were up to me, I would have skipped that stage to begin with. But I'm willing to do as the Tsaritsa deems fit. Either way, we now come to my favorite part. A simple pleasure, and one that I am oh so delighted to be sharing with you. The battle. Battle? So you're the type that goes looking for trouble, huh? You could say that. When Signora offended the deities outside the cathedral in Mondstadt, she swiftly left the scene once her mission was accomplished. Instead of confronting you directly, she chose to rely on the snow and ice to make her escape. She wouldn't want the knights to come running towards the sound of battle now, would she? When she faces a worthy opponent, she will prioritize her mission, weigh the outcomes, and consider the consequences of her actions. But as for me, the greatest pleasure of being a Harbinger lies in crossing blades with strong opponents. We won't let what happened in Mondstadt ever happen again! Oh, so you intend to fight me? Good. I won't kill you, Traveler. I'll just play along, to feel the thrill of battle. Besides, you could never defeat me, not even in your wildest dreams. But hey, try to relish the fight anyway, because if you ask me, without that, what else is there?
Не смогу победить тебя, это ты ничего не понимаешь. Fighting talk, I love it. Now let's see you live up to it. This chance is hard to come by, so show me all you've got. So very few ever get the chance to square off with the Fatui Harbinger. So come now, amuse me, and don't you dare disappoint. Так. A fine opportunity. Что-то ты довольно-таки слабоват. You've made some progress. Not bad. You've got a trick. Haha, good. No wonder Senora was so wary of you. Well, that just means I can go all out. Brace yourself. This is about to get tough. Now, show me what you can do against the might of a Harbinger. Он щиты ставит. All you do is run. 3 стадии у него. Понял. Come a little closer. Ты зараза. I must leave no stone unturned. Привет, Иван. You're in for a little shock. Get you. Huh? No use hiding back there. All you do is run. You've got some skills. Но здесь музыка на бой довольно хороша, кстати. Not bad. Your swordsmanship is quite impressive. But that's about as far as you'll get. Didn't think you had that card hidden up your sleeve. You were just playing us to get close to the Exuvia. Oh, quiet down. Stop acting like some wide-eyed creature. You've seen this world. You of all people should know. This should have been expected. Well then, I'll be taking Morax's Gnosis now. А его там нет. I see. Well, this is most unexpected. You beat me to it, didn't you? Как мы успели опередить-то его? Нифига ты. Чайль, Тарталья номер 11. Нифига себе. This is going to cost you. Вот это уже устрашающе выглядит. Так, надо завалить его, да, получается. Так, огонь-то когда активируется у нас? О, наконец-то. I must leave no stone unturned. Nice and spicy. Так, ну где ты там? You come a little. Don't be such a brute. Ах ты зараза. Out of the frying pan, into the fire.
Да, Сян Лин, конечно, очень хорошо бьет. Так, а вот это вот что-то жесткое, наверное. Давай уже, иди сюда. Ты зараза. Leave it all to me. Все, готов. Some you win, and some you lose. Look! Child's back to normal again! Well then, time to cool off. Ну, с первого раза получилось его одолеть. It seems the burden of the foul legacy transformation was too great for my body. I lacked the opportunity to think this through. Странно, что вот диалоги как-то стали And now that I отставать. consider the matter more carefully, you never had any chance of beating me to the Gnosis. You had no connection to the Gnosis, no matter where it had been taken. Кто-то утащил. That's what we've been trying to tell you! We didn't take it! Your show of ability today far surpasses that of Signora's initial assessment of you in Mondstadt. Tell me, how could that be? Потому что я собираю силу 7 элементов, потому что я постепенно восстанавливаю боевую силу. Я собираю силу 7 элементов. You already know the answer, don't you? I can see it in your eyes. But if that is a secret you wish to keep, I guess I'll just have to curb my curiosity. This battle has already left me satisfied. Anyone who strives as I do to grow stronger shall be called a friend, even if our friendship can only be shown in battle against one another. Серьезно? Pretty sure that's not the normal way to make friends. Согласен. Unfortunately, I must bring this amiable conversation to an end. My quest still beckons. Given that the Gnosis wasn't taken by anyone, then we must look once again to the beginning. Perhaps it was never in the Exuvia to begin with. Возможно. In fact, it might be that the Exuvia was just a diversion of sorts. И это возможно. What? So you mean that... Тело Архонта не настоящее. Yes, it appears so. Interesting to say the least. It seems that the guardian deity of the capital of commerce is also well versed in little maneuvers beyond the boundaries of contracts. As such, we must now look to our backup plan. Backup plan? I had hoped it would never come to this, for the weak will be swept away in the process. The truth is, the world belongs to those who pursue strength. I seldom willingly involve myself with the weak. Unfortunately, we cannot be picky about our methods as Fatui Harbingers. Children must all learn to eat their vegetables sometime. So what are you planning to do? I will awaken the god that lies dormant beneath Guyon's stone forest. A god? Osial, overlord of the Vortex, who was defeated by Morax, the Geo-Archon in the Archon War, and who has remained pinned beneath the waves by the Geo-Archon's stone spears ever since. If such an ancient god were to be unleashed upon Liyue Harbor, defenseless without the protection of its deity, do you think the cunning Rex Lapis would just stand aloof and watch the ensuing destruction? But the Archon War ended 2,000 years ago. How can an ancient god appear in a world now overseen by the Seven? Simple. I've already prepared the means to awaken it. Hey, those are sigils of permission! Oh, Paimon remembers now. The Fatui have been researching them. Я видел исследования своими глазами. Вы пытались копировать их. Indeed. The one that was given to you was just a byproduct of our research. With the power of so many sigils of permission concentrated in one place, along with that which was bestowed upon me as a harbinger by our Tsaritsa, breaking the subduing might of the Geo-Archon spears for a time should be no obstacle. Не знаю. Using the powers of ancient gods in such a situation fails to interest me, and is largely against my principles. But knowing that such an action will not only force the Geo-Archon to show its hand, but you as well, that makes matters a little more intriguing.
Окей, заставка. Она не вырубается точно. Let's see. Will the nation that has lost its deity be swallowed up by an ancient malice once more? If you wish to drown together with the people of Liyue, you're free to stay and enjoy the show. Huh? He's already gone. That guy is fast. What's going on? Он что, Лио накроет? Или на дворец нападет на этот? Paimon's exhausted. If we hadn't happened to see the Jade Chamber flying over just as we came out of the Golden House, we really wouldn't have known which way to go. Do we make it in time? Is the Overlord of the Vortex still in the sea? It hasn't destroyed Liyue yet, has it? What are you doing here? Huh? Hold on. It's the Adepti. What are you doing on the Jade Chamber? Paimon thought you were arguing with the Chising. Is the fighting over? Faced with a calamity of such magnitude, we have agreed to put our differences aside for now and unite against this common enemy. Oh, Paimon gets it. So how do you plan to defend Liyue? Just seeing this Overlord of the Vortex guy puts a pit in Paimon's tummy, even from all the way out here. It's not just you. We've got new Millilith recruits who can't even stand at attention without shaking. The force of an ancient god's presence seems to be too much for ordinary people to handle. Which is why we must stop that monster before it gets any closer to Liyue Harbor. So the Archon War was fought 2,000 years ago against enemies like that thing? Now that's scary. So will the power of the Chising, Millilith, and Adepti gathered here be enough to stop that god? We've already discussed this together, and our conclusion is... not necessarily. What? But all of you were supposed to be the guardians of Liyue. Can't you think of something? One certainly could. Huh? The Chising did once research the matter of the Guizhong Ballista when it piqued their fancy. And as fate would have it, one who did craft the Guizhong Ballista with one's own hands is here. For what could you mortals ever learn of Adepti mechanisms? Yet, it would take one, but a little tinkering to turn this ballista into an engine of war beyond your wildest thoughts. I suppose this is one blessing from the Adepti that we should be thankful for. So be it. We shall use the upgraded Guizhong Ballista to fight off that god. All the Adepti here can lend their strength to man it. We haven't a moment to spare. Our battle begins now. Yep. Ого. The Fatui! They're attacking the Guizhong Ballista!
Что, бить их будем? The three Adepti are manning the Guizhong Ballista. Do not let the Fatui disturb their work. All able Millilith, with me! Let's go help too! О, We защищать Adepti баллисту have надо not faced a будет. god in several millennia. Let one see what you're made of then. What strength remains within you? One wishes to witness. My work. Finished. Отстреливают. You're in for a little shock. Где еще? Сейчас появляются. Ну-ка, чё встал? Swingblade! Куда побежал? Miscalculated. Cover. Nice and spicy! That is Osial's divine power. I am Где еще? Я зря very использовал. familiar with it. Be careful not to get hit. Что за... Кто в меня пальнул? The Fatui! Their attacks are unrelenting! How dare А, вон они. Snezhnai's diplomats will answer for this afterward. Every last one. Так, вот эти уже You're in for a little попасть shock. не будут. Come a little closer. The ancient gods attacking again! There are so many Fatui too! We can't look! Were you about to say we can't hold them, children? Don't lose heart. Here, take this. This is adeptal energy! That light from your body, it's like the time in Julian Karst! Wow, it's Madame Ping's shockwave! This granny's really strong! Don't be a killjoy. Looks like I went too far. Boba, Нормально, мы убьем их. Да подбросьте болит You're in for a little 75%. shock. Let's spark things up a little. My duty at an end. Так, еще где? А, вон он уже, вон они уже. With the blood of the Chilean, I guard you against evil! Cast your fear of injury by the wayside, and fight with all your might! I too did this during the Archon War! So this is what Ganya's like in a fight! А, кто-то еще My удар name means наносит. swiftness. Take my power and run as I do. Скорость передвижения увеличена. Где враги-то? Someone needs assistance. Я не понимаю, где враги. А, вот сейчас они появятся. Child, you are strong in body and spirit. Perhaps you can withstand 3 forms of adeptal energy at once. This will hurt a little. Please bear with us. Once you've adapted, try to use them in battle. Хорошо, что я прокачался, в принципе. Ай-яй-яй. Прочность 50%.
Иди сюда. Exercise caution. I fear that the god's power has reached its peak. In other words, if we hold here, there's nothing worse to come, right? You're in for a little shock. He can come a little. Just once more. Зараза, Lola, get them! Steady as stone. Disgusting. Time to clean up. My work. Assassins shine. I must leave. Nice and spicy. Use this! Just The Fatui's numbers are thinning! Fight on, comrades! Once we finish this lot off, the Adepti will be able to deal with the god in peace. подбросьте 3%. Это так задумано, наверное. The interlopers are no more. Now we may commit ourselves fully. It's working! We just need to keep this up! Сейчас не получится, наверное. Be careful now. The Guizhong Ballista is destroyed. Without its covering fire, retaliation shall be difficult. But the Jade Chamber is our last line of defense. We can't give another inch, no matter what. I have another idea. What do you mean, Lady Ningguang? I'll sacrifice the Jade Chamber. What is the meaning of this? I understand. Traveler, lend me a hand. Farewell, old friend. Goodbye for now. Let us meet again in the future. Все, дворца не стало. Is it finally over? The ominous aura of that monster has indeed begun to fade. The effects of the Sigil of Permission last but a short time. It will be some time before the Overlord of the Vortex can make any waves again. We are indebted to you for your assistance. If the Adepti hadn't happened to be here, the future of Liyue Harbor would surely have been in great jeopardy. Save your flattery. We didn't just happen to be here. Surely you won't pretend to have forgotten the reason for which we came. Come now.
There's no need for such harsh words, Cloud Retainer. I've heard that when Ningguang began learning to do business, she had already started setting aside part of her then limited income in preparation for building the Jade Chamber. At first, it was only the size of a small room, but with continued expansion, it has become the palace that lies before you now. Уже мы не видим этот дворец. It is a testament to Ningguang's entire life, both as a businesswoman and as the backbone of the Liyue Qixing. Seeing the Jade Chamber destroyed in the defense of Liyue means much to her. To me, such cooperation and sacrifice deserves at least some recognition, don't you agree? Ну да, в принципе. Well, I was really hoping you would say that such sacrifice could at least be used as some leverage in our negotiations. Thank you all for hearing me out. We know very well why the Adepti came here today. But please forgive us. We cannot yield to your wishes. Oh? 3,700 years. According to our records, the Adepti signed a contract with Rex Lapis to protect Liyue 3,700 years ago. Even to this very day, Liyue and its lands have stood the test of time, immovable as stone, just as it was thousands of years before. This is truly no small feat. But that does not mean that the Liyue of today is the same city as it was all those years ago. Do not merely cast your protective gaze upon the land. Instead, focus your sights on our city and each of the citizens that dwell within it. Are you questioning our means of protecting Liyue? I mean no offense. I simply hope that our Adepti forebears would see Liyue in a new light. Forebearers, you say? One doubts you would be fit to be part of such a lineage. This morning, Rex Lapis appeared to me in a dream. What? In the dream, I yearned to tell him that we Qixing, though mortal, are equally bound to the contract. Each passing generation of the Qixing leaves many things of value to be inherited by the next generation. I also thought to tell him how the past generations of Qixing had strove under his rule to survive in our mortal world, establishing a network of contracts which has since come to be known as trade. But I dared not speak. I could only gaze at him in silence until the moment I awoke. Oh, Ningguang. Мы все заодно. Yet another perspective. What are you trying to say, Outlander? Когда защитники и те, кого они защищают, не могут договориться. Восстановить гармонию непросто. Right! That's something that happened in Mondstadt. It's a story about the Four Winds and the people of the Animal Archon. The Animal Archon sought to quell the strife between the two sides, because he believed that such conflict would only scar the hearts of both, and that nothing good would come of it. Такой урок мы получили в городе Свободы. Each of the 7 nations has its own scars from the past. Though your point is the very height of simplicity. As Adepti, we've become a laughingstock, to be chastised thus by an outlander who has lent us such succor. All right. Didn't Ningguang suggest that we should focus on the city and each of its citizens? I know I already have, so why not see for yourselves? I apologize for appearing in full armor. I am afraid I cannot show the proper courtesies. And who are you? I am Feng Yan, a sergeant of the Millelith. I have come to extend my thanks to the Adepti. I thought this battle would perhaps be my last. But thanks to the aid of the Adepti, our forces were not as badly battered as I feared we might be. Although I am a mere mortal soldier, I promise to hold the line and never betray the grace given to us by the illuminated Adepti this day. Huh? Why
Why does everyone look so down? Didn't we just beat that big monster? Weren't you frightened, dear? It was quite the predicament. I wasn't afraid. All the strong Millilith guards were there, and those powerful heroes with their visions were there. Everyone was there. When danger is near, everyone always protects me. And the rest of the time, they make fun toys and tasty snacks and loads of things that make the harbor so pretty. Thanks for protecting Liyue Harbor. Please come visit us for the next lantern rite. Unfortunately, we wouldn't be able to participate. Huh? Because we are Adepti. Oh, okay. It must be hard being an Adeptus. Aww. You see, this is what Liyue is like today. The country of contracts is grateful to the Adepti for their protection, but it is no longer necessary for the city to rely on the Adepti's power to solve every little niggling matter. Although their blood is weak, there is still strength to be found in those we call mortals. The time of contracts between gods and Liyue has long since passed. Now is the time of contracts between Liyue and its people. Seeing the port around us now, it is hard not to feel a bit out of place. Wouldn't you say so, Cloud Retainer? Your line of inquiry is askew. One did not spearhead this expedition to Liyue Harbor. Seems like the Adepti have had a change of heart. Думаешь, нам удалось их переубедить? Они пытаются понять сердца простых людей. Думаю, так. Let us return now. Eager to leave, conqueror of demons. Yes, one understands what the conqueror of demons means. The city of Liyue has changed much after our long separation. One fears that by the time one finally grasps the new contracts of Liyue, you humans would have once again changed the place beyond recognition. Fair enough. Away we shall, and return whence we came. Since we Adepti have consensus, then one shall persist no further. But how will we ensure that the Liyue Chising will not simply exploit their power once we depart? In my view, that is still a thing to be guarded against. All right, Mooncarver, you needn't worry. It seems to me that this right of supervision is best left to the people of Liyue. Looks like the conflict between humans and Adepti was avoided. Как ты и говорила. Well, huh? В конце концов, адепты проявили благоразумие. Oh, right! It's nice that we've got peace and all, but we're forgetting one thing. Child wanted to unleash the god so he could lure Rex Lapis out. But we were able to handle the Overlord of the Vortex on our own, so Rex Lapis never showed up. Oh, and speaking of that, don't we still need to get to the bottom of that Archon's death, too? Сошедший с рельсом. But isn't the strongest lead we have the Adepti-less rite of parting that we're organizing? No idea where Zhongli's gone. Let's ask for him at Wangshen Funeral Parlor. Да, что-то Джон Ли какой-то странный оказался. Расстрельщик Фатуи. А Немо-борец. Так. Церемония Вознесения. Так, а рыбу-то мне додувать будут? Нет, особое событие пока нельзя. И мультиплеер пока нельзя. Так, спойте песню «Лилия любит музыку». Одолейте Чайльда. Одолейте Архонта Вихри. Is there time for a quick snack? I'll whip one up in no time.
Так, далеколенько бежать-то. Давайте отсюда. Иван, ты тут? Нет, Иван не в сети. Jewelry's out of stock, but we have some new items in. У меня не ювелирный дом, мне надо сувенирный дом. А где его найти-то, сувенирный? А, сейчас надо в это бюро опять заходить. Код-то вот где. Is there anything I can do for you two? I'm afraid that Wangsheng funeral parlor isn't in the best state to receive guests. We've come to see Zhongli. Could you please tell him we're here? Unfortunately, Zhongli isn't here at the moment. It seems he went to Northland Bank. Doesn't the Northland Bank belong to the Fatui? Last time we saw Zhongli was before we went to the Golden House. Do you think he doesn't know about the attack on Liyue? Visiting the Fatui at a time like this could only mean more trouble. Да он с Фатуи, по-моему. We had better go and make sure that everything is okay. Вот не удивлюсь, если он с Фатуи. You call this cooperation between Harbingers? Cooperation involves communication, you know. Don't take it to heart, child. Besides, aren't you happy that you got to skip the formalities and bring chaos to the land? I'm sure you must have enjoyed that. Oh, it seems that some of your friends have arrived. Hey, it's Zhongli and Child. And you! You're also one of the Harbingers? Я не удивлен. Сеньора. It's you two. I believe we've met once before. In the city of Bards, was it? I'm glad you still remember my name. Странное у тебя имя. Ah, right. I imagine that it must have been rather hard to forget watching helplessly as something precious was snatched away from your friend. Еще не поздно вернуть украденное. No, don't let her get to you. You've yet to gather the powers of all 7 elements, and our last battle at the Golden House was almost more than you could handle. So it might be best to keep things peaceful this time, seeing that 2 of the Harbingers are here. Well, if it isn't you two. This is our first time seeing each other since Liyue was nearly wiped off the map. This is certainly a bit awkward, wouldn't you say? Paimon knew that we should never have trusted a Fatui Harbinger. Oh, now don't say that. Sure, I may have misled you, but I never had anything against you personally. Besides, I thought we were getting along quite well together, didn't you? Except for that little tussle we had at the end. Nothing personal. We just have different views, that's all. Of course, you may very well hold this against me, but that's up to you. The real deceivers here are Senora and Zhongli. Curse them for leading me on. О как. Сеньора и Джон Ли. Джон Ли обманул тебя. Это странно, что я такие вопросы задаю. So actually, I think... Stop wasting time, child. There'll be plenty of time to chat once I'm through here. You remember the agreement, Morax. Now, if you would be so kind.
The Gnosis, please. А, так он не Джон Ли, он Хоракс, что ли, серьезно? Соглашение? What in the world are you talking about? The contract is fulfilled. That which thou seeketh is now bestowed unto thee. Угу. Ну, понятно. How sanctimonious. Я это подозревала. Нет. Честно говоря, не особо было подозрительно. Джон Ли с камнем. So you're the Lord of Chio? No, wait. That's an exciting twist and all, but why give the Gnosis to the Fatui? I do not give it for free. I give it as agreed upon in the contract. For it is a matter solely between the Tsaritsa and I. Я не понимаю, зачем ты симулировал собственную смерть? Yeah, you don't think you went a little bit too far with that whole fake death thing? Everyone was preparing the ceremony for you and splat! This big dragon falls out of the sky and all of Lyric goes into an uproar. Talk about a disaster. Gathering all the forces that had been bubbling behind the scenes, and then stirring them together in a pot that was bound to boil over. That's what he wanted to see, am I right? Wait, what? Perhaps it's best that I explain. As you know, I've dwelt upon this world for more than 6,000 years. It is now 3,700 years ago that I founded Liyue together with the Adepti. Even boulders that can withstand whirlpools will erode with the passing of time. I kept convincing myself that cracks had not begun to form, and that the end of my time had not yet come. Until one drizzly day, as I was strolling along the harbor, I heard a merchant tell one of his workers, "You finished your duties. Go ahead and call it a day." I stood motionless among the crowds, asking myself, have I already finished my duties? Oh, Zhongli. But as I began to consider relinquishing my divine role, I soon discovered that many reasons still remained to not hastily depart. Was Liyue, the city I had dwelt in for so long, already prepared to enter its next age? I decided that a test was needed in order to reveal the answer. So I feigned my own death, and gathered the cast of Child, the Adepti, and the Liyue Chising to play their roles together on the stage that was Liyue. Так что, все знали, что ли, получается? Тебе понравилась концовка спектакля? А если бы все закончилось катастрофой, полагаю, у тебя был запасной план? А тебе понравилась концовка спектакля? Indeed I was. The Gnosis, which I had kept for so many years, suddenly seemed to have lost its meaning. That's right. Which is why I continued to safeguard the Gnosis until now. So you mean that if the chaos ever reached the point of no return, you would simply appear and use your divine powers to bring Liyue back under control? Of course, and it would have been all too easy for him too. Понятно, спектакль реально. Just as a child quickly matures after losing their parents, so has Liyue matured when faced with the death of its deity. In the end, the resolution to all that has transpired was even more satisfactory than I could have hoped for. Take the Adepti, for instance. Owing to their years of seclusion, they were the least informed. Yet when faced with a crisis, they commendably showed the greatest amount of restraint possible. Not only did they manage to cooperate with the Chising, but in the end, they even made efforts to understand the hearts of the people. Credit is also due to Signora, the emissary dispatched by the Cryo-Archon to fulfill our contract. At my request, she kept everything she knew in strict confidence. This despite the eavesdropping ears of her colleague, Child. О как. This meant I could remain as Zhongli,
even having the chance to fulfill the age-old traditions of Liyue in this mortal form. Thank you for joining me on this journey, traveler. All of these things turned out as I had planned. There is only one thing that I had not anticipated, and that was the conduct of the Liyue Qixing. I had expected them to do no more than the Adepti, to come to the defense of Liyue. But when they seized the opportunity to supplant Liyue as divine protectors, and used the subsequent power vacuum left by my death to quickly gain complete control of Liyue. Huh? That doesn't sound good at all! On the contrary, I think it is excellent. I had always feared that it was too soon for them to take over from me. And it was also that which I longed for the most. As such, this is the best parting gift anyone could have given this god of old. Hey, what about me? Doesn't anyone feel the least bit of remorse for deceiving me? You've practically kept me in the dark! I think that thanks would be more appropriate. You certainly played no small part in all of this, wreaking havoc and turning the city upside down. The Lord of Geo ought to thank you for your performance, if anything. If you hadn't created the pressure of a battle between mortals, Adepti, and a god, the lump of coal resting in the hands of the Geo Archon, Liyue would never have been able to become a dazzling diamond of a city. Huh? Just whose side are you on, mocking me like that? Are you itching for a fight? Зря ты так. Слу, меня с Чайльдом тоже обманули. Чайльд, тебя совсем нет стыда. Ну да, кстати. Hey, haven't you learned the Liyue saying, don't always call it as you see it? Well then, with the Gnosis in my possession, I have no use for such idle chatter. We should return to Zapoljarny Palace and seek an audience with Her Majesty, the Tsaritsa. Come, child. Tsaritsa. Ah, fine. I'll meet you there later. I'm not sharing a boat with the likes of you. Do as you wish. Now then, is there anything else you wish to ask me? Я хочу знать, что тебе предложил Криорконт. На что можно променять сердце Бога? Right! As Zhongli always told us, a good trade is a fair trade. Paimon has no idea what could be a good trade for a Gnosis. Realistically speaking, there is no such thing. Huh? However, I am the god of contracts. For thousands of years, I have made countless contracts. If the deal was of no benefit, then I certainly would not be inclined to agree to it. Но на эту сделку зачем ты согласился? My agreement with the Cryo Archon will be the last of my contracts as the Geo Archon. My contract to end all contracts. А, вон как. As for the bargaining chip that the Tsaritsa used to balance the scales, uncover that answer for yourself in your future journeys. Я так понимаю, он отдал свое бессмертие, да? Ему жить типа надоело. Может и так, а может и нет. Может что-то другое. Это церемония Вознесения я не успел прочитать. Today's the day of the rite of parting. Although the star of the show is fake, we spent so much time trying to organize it, it would be a real shame not to go there now. Глядев на террасу Юидзин. А, мы сейчас утонем. Нет, не утонули.
You know that god from the ocean couldn't have just shown up out of nowhere. I mean, it's been 2,000 years since Rex Lapis subdued it. Yes, and to think that this happened right on the heels of the incident with Rex Lapis, too. Say, do you think the person who assassinated our lord and released that evil god might have been one and the same? Now that you mention it, that's very possible. Yes, it's very possible indeed. I mean, it all fits together. That person must have colluded with the evil god to harm Rex Lapis. Oh, that wicked, black-hearted scoundrel. Still, what sort of supernatural prowess must this person possess to be able to do such things? I have never heard of such a person in all my years. Ah, forget it. Guessing's no use to us. Look, the Millilith over there looks like he's about to make an announcement. Let's hear what the Ministry of Civil Affairs has to say first. Никто ничего не подозревает. Well, since we're going through with this rite of parting, I guess it... So Rex Lapis is really... But they didn't catch the culprit, did they? Oh, come on. Do you think that the assassin could have been a normal person? You know what I think. I don't think any of the gossip on the streets you hear from those shady types is worth anything. There's only one real possibility in my mind. I've heard that the assassin was that Fatui fellow. Youngish, pretty high in rank. I think they called him Child. The Fatui? They certainly are very suspicious. Who knows what those greedy, crooked folks... Shh! Lower your voice. If the Fatui catch you in their sights, Rex Lapis won't be around to protect you this time. Фатуи все боятся. Hear ye all! The Qixing's words. Though a dragon soars ageless as the mountains, it too must return to dust. The gods and Adepti live glorious lives, but both light and shadow have their season. So too must they face divinely appointed trials. Rumors and hearsay abound on the streets that Rex Lapis was murdered. Now, let the truth be revealed. Having been thwarted in his trial, Rex Lapis's soul has recouped the celestial heights. He beseeches the people of Liyue to grieve not and to let not their hearts be saddened. Nor are they to believe street-born rumors or indulge in baseless speculation. Paimon needs a translation on what the Qixing's announcement said. Властелина камня не убивали. Они говорят, что властелин камня умер из-за божественного суда. So that's how they're spinning it. Something feels off. Why would they suddenly give up looking for the murderer? Not to mention how this excuse sounds like something they just made up on the spot. Could the Qixing already have known that Rex Lapis wasn't dead? But Zhongli said that neither they nor the Adepti knew anything. Did Zhongli tell them in secret after his gnosis changed hands? Совершенно права, малышка, по-моему. Может быть. Exactly, right? Ooh, seems like the rite of parting has been going on for a while now. Let's go have a look. Это церемония. Look, it's Ningguang and Keqing. Are they saying something? Are their speeches over? As said previously, Rex Lapis's soul returning to the heavens is the end of the contract. And it is also the end of an era. 3,700 years of contracts burnt and reduced to ash. We, the people of Liyue, were indeed prosperous. But blinded by our prosperity, we forgot
that time can be pitiless. The long, unending dream of our Archon walking among us. Now that we have awoken from our dream, we must learn to say farewell. Will you stand with us as we re-establish our contracts? So concludes the words of Her Eminence the Tianquan. Does Her Eminence the Yuheng have anything to add? Huh? Is she looking this way? Traveler. Yikes! She really is looking our way! Is that the traveler who they say defeated the ancient god? So young. The Liyue Qixing always repay their debts. And as you have heard, our eyes see far and our reach is long. Name your price. You deserve that much. Whoa! А мне нечего сказать. Well, could you help me put up some missing person posters? Да помоги мне раскрыть плакат о пропавшем человеке. Это она такое пожелала? Так она умеет говорить. Угу. Достижение. Примите участие в церемонии. А теперь что делать? Примите участие в церемонии. Windblade! Нет, не так. The cleanup of the premises, managing the crowds as they exit, making an account of the rite? There's much that remains to be done. Примите участие в церемонии Вознесения. А как принять? С кем мне надо поговорить? Со всеми? Rex Lapis. Rex Lapis. Now that I think about it, if everyone's of the same mind as me, perhaps mementos for Rex Lapis might be the best short-term business opportunity. А, да, реально поговорить надо. And to think I'd put my best perfume on before coming here, thinking you'd like it. But it seems as if those perfumes really were meant to be offered to Rex Lapis. Well, that's fine. Suffer no rivals in love, they say. And that's 3 gone in 1 stroke. Поговорить с Джуном Ли. А вон он где. Hey, Zhongli! Look at this. Everyone in Liyue is caught up in their emotions, thinking that they'll never see Rex Lapis again. And here you are looking all relaxed. Why would I not feel more at ease after laying down the burden I have borne for 3,700 years? Right. If the two of you can spare the time, I should treat you to a meal at the Shinya kiosk. Ha! That sounds like big talk, Zhongli. Paimon might have believed you if you were treating us to some third-round knockout, but you'd have to pay out your nose just to stand inside Shinya kiosk. Are you sure you can afford it? You're right. I do lack the Mora. Джун Ли всегда не хватает Моры, но почему Мора станет Моры? As the Rex Lapis Morax, I can easily create Mora. But since I have chosen to walk this earth as the mortal Zhongli, I should abide by the same rules that mortals do.
То есть вообще без моры живешь, да? When I was journeying with you, though I still had the Gnosis in hand, I knew that I must soon retire from my role as an Archon, so I had to rehearse a little for my new life. Oh, no wonder! Paimon gets it now. You didn't look at the price tags when we were spending because you've never had to. Ну да. But since you weren't used to not being able to just make more Mora as and when you wanted to, you had to try becoming a parasite to society who lives off of other people's credit. Хорошо ты его опустила. Well, we were only spending Fatui money. You don't have to say it like that. In the City of Commerce, we do not merely exchange money or goods. We also exchange knowledge, memories, and foresight, as well as positions, roles, and lives. The Archon Morax could never experience life as the true mortal Zhongli could, no matter how many times he descended to be with his people. I must thank you for that. I will treasure the memories that I made as Zhongli, traveling the streets of Liyue with you. Это было отличное путешествие. That is true. But there is no journey that does not end. No meetings without partings. Paimon thinks that we should make a move and continue our search for the Seven. I fear that continuing your journey may be difficult. The nation that neighbors Liyue by sea, Inazuma, is presently closed. А какое божество в Инадзуме? The Electro-Archon Ball. And just as the people of Liyue preferred to call me Rex Lapis, she too goes by another name among locals in Inazuma. Paimon thinks we've heard that one before. Raiden? That is the case. And since Raiden is also the Shogun of Inazuma, people call her the Raiden Shogun. Сигунат Инадзуме? That said, though people at the wharf were saying that the situation in Inazuma is very tense, Paimon doesn't remember that always being the case. It wasn't that bad last year. Zhongli, since you're Rex Lapis, shouldn't you know something about what's happening there? Just how did Inazuma become a closed nation? It's because of visions. Visions? Visions, видениях. Перевод глаза Бога. When faced with circumstances beyond their control, humans often bemoan their lack of power. But if a person shows true strength of will at a desperate and fateful moment in their life, the gods will look upon them with favor. This is what visions are. Magical foci bestowed upon those who have been acknowledged by the gods. Uh-huh. That's how people in Teyvat see it. But starting from last year, the Raiden Shogun began promulgating the Vision Hunt Decree. Vision Hunt Decree? Yes. It was an order to seize all visions within Inazuma's borders, and to inlay them upon the hands of the statue of the omnipresent god. They want to seize visions. But why? Aren't visions blessings from the gods? I should think that in the Raiden Shogun's eyes, it is precisely because they are divine blessings that they should be under the sole dominion of divinity. Whoa, that's harsh. The Animo Archon is the god of freedom, and the Geo Archon is the god of contracts. For her part, the Raiden Shogun is the god of eternity. It seems as though she has finally decided to eliminate any unstable elements that could pose a threat to her eternal realm. The fact that even I, the oldest of the seven, have now passed away, will only strengthen her resolve to pursue eternity. Knowing her, she must have again quoted that adage she is most fond of when proclaiming that decree to her people. 7 ideals for 7 gods, and of these, eternity is nearest unto the heavenly principles.
Небесный порядок. All right then. Was there anything else you wish to know? Скажи о суде, насчет Чайльда, насчет Цеси, насчет Моры. О суде давай. Ah, that was a good one. Failing a divine trial. How they came up with that excuse, I will never know. That said, the reason why the Chising were so eager to resolve the incident and stop pursuing the culprit was indeed because they received news in secret that Rex Lapis was not dead. I hinted as much to the Adepti as well. How did I accomplish that, you ask? Have you ever heard of this particularly convenient Adepti art known as gifting dreams and visions? Нингуан сказала, что ей приснился... Да-да-да, Архонт. All right then. Was there anything else you wish to know? И поэтому, да, она и решила действовать. Насчет Чайльда. Yeah, about that. Before the Chising made their announcement, we listened to a lot of people talking on the way. Most of them put the blame for everything on Child. These are indeed false accusations. But it remains undeniably true that Child did send people to the Jade Chamber to prevent the Adepti and the Chising from defeating the ancient god. I've heard that Ningguang is busy milking that for all it's worth on the foreign relations front at the moment, browbeating the envoys of the Fatui. Ну да. Ha! Those poor Snezhnayan diplomats. If it were not for Child's exalted position as a harbinger, I'm certain that they would have shifted all the blame to him and called for his dismissal by now. Не удивлюсь. All right then. Was there anything else you wish to know? Насчет Цесин. The time of the Adepti has long passed. If even the Liyue Chising don't want to face that truth, then what future is there for Liyue? Kuching is absolutely right in saying this. Now, though I did laud Ningguang's desire for power, believing this to be a good thing, and thought as a matter of course that she must have been behind the Chising's plan to take governing power over Liyue from the hands of the gods and Adepti, could the original person who brought up the idea of seizing power have been... All right then. Was there anything else you wish to know? Насчет Моры. That's right. Zhongli, now that you don't have your gnosis, what's going to happen to all the Mora in Tibet? Since Morax is dead, are they all just gonna disappear? Also, isn't the Golden House the only mint in the entire continent? Will it even continue to work? The Mora present now will not vanish. But the Golden House will indeed have to cease operations for a lengthy period of time, since creating Mora requires the use of the Geo-Archon's power. This is terrible! We're all about to run out of Mora! The world is coming to an end! Yes, this is indeed a major issue from a financial standpoint. Well, I suppose we'll just leave such troublesome matters to the Liyue Chising to debate. Ну, понятно. Then, did you at least set some private funds aside for yourself? Oh, a private fund. This does seem like a good, logical, common-sense idea. It's a shame. What's a shame? It's a shame that I didn't think of it at the time. All right then. Was there anything else you wish to know? Ладно, пройти. Well then. I suppose you'll have to find a way to get inside this closed nation. Have patience. I suspect that some serendipity must first come into play. Приближение новой звезды. Задание выполнено. Глава 3. Мультиплеер все еще недоступен. Приближение новой звезды. Так. Все еще недоступен. Так, а что тут? Hello, nice to meet you.
Чайник полон взрывной рост популяции. Растут после решения задания чайник полная чаша. Угу. Завершите задание, чтобы открыть задание чайник безмятежности. Роза Лио миновала, и все вернулось на круги своя, но любуясь цветами на террасе Юйцзин, мадам Бин хочет кое-что обсудить с путешественницей. Это потом, наверное, будем выполнять. Так, территория... А, все. Там задания кончились. А, вот у нас новая глава. Том 1, глава 4. Но нам говорят выполнять вот это с волками. Я выполняю самые верхние задания всегда. Так, а что у нас тут? Что-то открылось? Да нет, вроде. Так, где этот волк? Вот он, Вольфендом. Это задание выполняется самому надо выполнять? Или мультиплеер? Мультиплеер закрыт. Окей. This is Wolvendom. People from Mondstadt hardly ever come here. Even though it's not so far away from the city, the environment here is totally untouched. It's a wild place ruled by the laws of nature. It's survival of the fittest out here. Even the slimes around here are huge. Like those super-duper massive ones over there. Они нас заметили, готовы к бою. You're in for a little shock. Surrender and be gentle. Это все? А это кто? А, этот персонаж у меня был. Я забыл, как его зовут. Где ты волков увидел? Do not worry. Wolves, friends. But you are? We're just some boring old travelers passing through. Don't smell boring. You smell familiar. Он из волков, что ли? We smell? You smell like Knights of Favonius. They are friends. Как тебя зовут? I am Razor. А, Рейзер, точно. Are you one of the Knights of Favonius too? I am not. Oh. Что это за волки? My wolf pack. They are my family. Your family? Yes, they raised me. We live together. We are family. So many questions. Ты как Маугли, что ли? They are angry with me. I helped you. Exposed our ambush. Boar ran away. Ah, don't worry. Paimon will get her friend to catch you another boar. И ни одного. She's stronger than she looks. No need. When knights try to help, wolves go hungry. Don't be silly. Wait here. We won't screw this up. Just watch.
Откройте инвентарь и используйте охотничий капкан. Кабаны ни за что его не заметят. Кабаны при виде людей всегда дают дёру. Воспользуйтесь этим, загоняя кабанов в заранее расставленные охотничьи капканы. Принесите 3 куска мяса, так они у меня и так есть. Told you we could do it. Thanks, but wolves catch 5 or 6 every hunt. Tonight they go hungry. Oh. Don't worry. You tried. At least you did better than other night friend. The red one. Bernie girl. Красная девушка. If she was here, whole mountain is fire. Can't catch even one boar. I must go now. Here is not safe. Careful. Always watching. What a weirdo. Bernie girl? From the Knights of Favonius? Who do you think it is? Красная. Эмбер. Знаете, это упекал. Новая глава. Припроворный волчонок. Глава 1. Сундук. Is this an answer from this world? Спросите у Эмбер о мальчике из Вольфендома. Я так и думал, что Эмбер. Это монстатское задание, я так понял. Так, мультиплеер, мультиплеер до сих пор не работает. Это из-за того, что задания основные пошли. Hi, Paimon. Hi, Traveler. What can I do for you? Hi, Amber. Привет, Эмбер, как поживаешь? Эмбер, я... Hi. Looks like you've got a bit of time on your hands. Uh-oh, here it comes. I've been rushed off my feet recently, and Outrider's duties never end, so... Wanna help? Told you so. Конечно. Recently, wolves have been attacking the carts at Drunkard Gorge. As you know, wolves are dangerous, but they do have their own rules. Mondstadt's wolves don't normally venture outside of the Bright Crown Mountains in Wolvendom. Yes, Paimon heard someone say that those areas do have their own set of rules, even though they are wild and untouched by humans. That's right. So for wolves to be showing up around Drunkard Gorge is very unusual. Speaking of wolves, do you happen to know a wolf boy from Wolvendom? Who? I've never heard of anyone like that around Mondstadt. Wait! Red one? Bernie girl? That ain't you? Bernie? What are you talking about? Anyway, I'm off to Drunkard Gorge to investigate. Come with me. Ну, по-моему, она красная девушка. Она же охотница. Она, наверное, охотится на волков. Вот они ее и боятся. Не удивлюсь. Look, up ahead! Something's happening! That ain't no wolf pack. Looks like it's the hilly trails attacking the carts after all. Huh. Not such a mystery after all. Enough talk. Let's go help out. Ну и мне не удивительно. Телечуру 36 уровня. Да? Leave it all to me, as a good knight should. You're in for a little shock. Huh?
cake. So, the hilly churls have been starting to flex their muscles on the back of the wolf scare. That's right. But I must say, if you think the hilly churls are a nasty lot, the wolves are even worse. They attacked Springvale this morning. Springvale? That's crazy! It's unheard of. I thought I would take my chances on the road after the wolves had their fun. I never thought the hilly churls would show up too. We should head there soon and see how bad the situation is. But first things first, you should assess the damage to your cart. Does it... I'll take a look. Так называемый порядок. А, так оно рядом. Она уже прибежала сюда, серьезно? Oh dear. This is awful. Poor lad can't even stand. That's terrible. Except, he's not actually injured. Right. It's awful. The wolves frighten him so badly that he's paralyzed with fear. Странный у него испуг. That really is awful. Do you remember any significant details of what you saw? I've never seen a wolf in my life before today. It was terrifying. No details then, huh? Let's investigate the area again. Я не удивлюсь, что он испугался этого пацана. А, кстати, сколько у нас тут всего насобиралось? 639. Но у нас нету ничего, да? 1600 надо собирать. По одной можно покупать. Ноль у нас есть, нам не нужна ноль. Ладно, пока не будем ничего покупать. Накопится, потом купим. These claw marks. From them, we can tell the number and size of the wolves. This time, there were at least 2 wolves, and they must be... Большие? Yes, yes. They must be at least 2 meters high. Пайма, ты когда-нибудь видел волка? Hey, wolves are mysterious creatures. It's not like you see them every day. Ну нет, не особо. Так, тут Гиакула. Ой, не Гиакула, а Минакула. What a bountiful harvest! Наверху, наверное. Обычный сундук. А, вон она. Так, найдите улику. Улики искать нам надо вот так. Вот улика. Нет, нет, не улика. Надо вот этого. Вот эту фею.
Да стоп тебя, а. Может вот так залезть? Тут не лезут, не лезет. Не лезет. Что это такое? Может, с дерева вот с этого попробовать. Вот дерево само то. Да куда ты залез? Чтоб тебя. Давай, давай. Туда. Туда иди. What a bountiful harvest! А вот и улика. Сломанный зуб. This is a wolf's tooth. He must have smashed into the door when he pounced. Недостаточно кальция в организме. Anyway, seems pretty lucky how no one in the village got seriously injured. Так, еще надо улику найти. Где-то в этом круге. А, вот же, шерсть чем-то прилипшим. Wolf fur. I heard that in Liyue, they make calligraphy brushes out of this stuff. The color looks nothing like Mondstadt wolf fur, based on what the books say. Hair looks different at every place on the body. Same applies to wolves. But look at this. Another hair. But what's that stuck to it? Семечко. Я вот тут ничего не вижу, я не могу понять, что это. Что в нем особенного? It's the seed of a wolf hookberry. Look, there are little hooks on the seed. The only places this grows in Mondstadt are Wolvendom and Bright Crown Canyon. So it's Wolvendom wolves after all? From that area, yes, but it could be that there are other wolf packs encroaching on their territory. This doesn't tell us everything, but it does give us a strong lead, enough to start investigating. I'll go and see to the villagers before we head off. Угу. Называем беспорядок. Так, нам надо тоже, наверное, с жителями. Чё ты? Я прощаю. Я совет КВ сделаю и даже заканчивать буду. Ну, пойдет. Успокойте жителей Спрингвейва. How is your investigation coming along? What? You're standing! Yes, I see. I have recovered, thankfully. I managed to claw my way back out of the depths of hell. Да ты не похож на охотника. So, Knights of Favonius, what have you found out?
From inspecting the wolf fur left at the scene, we can tell that the wolves came from Wolvendom. Beyond that, we don't know anything. But please remain calm. I will head to Wolvendom shortly and get to the bottom of this. The Knights of Favonius will not allow this danger to continue any longer. Good. Better late than never, I suppose. How rude! In the meantime, we'll just have to keep dealing with this on our own. Please, don't do anything stupid. We do things a bit differently around here. You Favonius lot probably aren't used to it. They will pay for what they've done. Goodbye. Сказал goodbye, прощайте. Перевод пошли. It's awful. What is? Their future outlook, I mean. Согласна. Young people can be so impulsive sometimes. If it's not too much to ask, I hope you can keep an eye on them. Stop them from getting into trouble. Да я-то понимаю. It's no trouble. That's what we're here for. Even though that guy really isn't much of a charmer. Leave it to us. Off to Wolvendom we go! Так, путь в Вольфендом держим. Старина Финч. Так, ну нам теперь по карте надо отправляться вот сюда. Вот это такое с волками сделаем. Заодно фею тут. Куда фея свалила? Фея, вернись. А, во. Она мне открыла сундук. До конца стрима был Рома, приветствую. Иван тоже был. Привет, мистер Грин. Что ты заходишь под другим ником? Назовись уже так, каким ты и есть. Ну, кто-то есть. Who's there? Chill out, Razor. It's only us. You are also Knight? So, you don't know each other after all? Красная девушка. No. This girl also red, but not so burny, like other girl. Вот какая, интересно. This is starting to make sense. Is Да this дела the как wolf boy you were обычно. talking about? Correct. His name is Razor. Делать нечего. Вот стримлю. Help me out. With what? No time. I sent Lupa call away. People coming. Bad people. Those guys from earlier? I understand, but first, I have a few questions. I smell blood. Quick! Легион. Ну хорошо, легион так легион. Blood? I hope the wolves didn't attack those idiots. Кстати, вчера кто приходил, не подписался на канал. Ну, что ж поделаешь. Такие вот люди. А ты еще какие-то условия говоришь им ставить. Понимаешь, я не в том положении, чтобы условия людям ставить. Нет, зачем мое кровавое пятно? А его тут не видно. Blood droplets. Not human blood. Wolf blood. Lupical blood. В игре этой нет крови, поэтому кровь, она просто засвечена. Lupa, what now? Are you gonna tell us what it means yet? Lupical his family fate gave me. Потому что если была бы кровь, это был бы уже 18+. Or human accepts wolf. That is Lupical. Sounds like gibberish to me. That's strange. Where does the word come from? Surely it wasn't made up by the wolves. It's just the name he gave. Я везде, и нет меня нигде.
Who's he? Пустота, значит. Guardian of this land. Wouldn't that be Barbados, though? Барбатос. Барбейтус. Enough! Another clue. Follow me. Hey, wait! This is your chance to prove your innocence! He's already gone. Вупикау. Вупикау — это выбор судьбы. Нет, это не выбор судьбы. Уж точно. Так, а что, кто-то еще есть? Ах ты, зараза. Догоните Рейзера. Это мало сделать чат только для подписчиков. Зачем мне это делать? Это уже совсем, по-моему, глупо. Я тебе так скажу. Такие ограничения нужно вводить только если у тебя народа много. А если если у тебя набирается по 2-3 человека, это вообще бесполезно. Такое в основном делают платные стримеры, у которых платные подписки уже. Так, ломай. Ты, видимо, систему стримов не понимаешь, раз такое предлагаешь. У кого-то даже платный чат есть. То есть, чтобы написать сообщение, надо заплатить какие-то деньги. Реальных? Да, вроде реальные у меня подписчики почти все. Я никого не накручиваю. Нет. Не накручивал. This is him. We find his blood. Bad men did this. А волк лежит. How terrible! I do agree that it's awful, but that doesn't change the fact that... We didn't attack village. Not us. A black wolf and his pack. Not from here. They tried to take over land. They broke the code. Whose code? Guardian of this land. That's now the second time you've brought that up. Tell us who that is. I take Lupa call further in. Follow me. Maybe you see. Рекламу купи, ага. Покупать рекламу. Не хочу... У меня нету денег таких. У меня с деньгами вообще плохо. Если ты не в курсе. Еще на какую-то рекламу тратить. Вот 90-е не тратят же на рекламу.
И ничего не двигается так же. От рекламы ничего не зависит. Но есть те, кто тратит это, да. Есть такие люди, которые тратят на рекламу, но они тратят не только на не для стримов тратят, а для пиара. Ну да, в всяких там инстаграмах тебя пиарят. Некоторые стримеры вообще ничего не стримят, просто ролики смотрят и их смотрят. Тоже. Так, а что, это ломать надо? Нет, это не ломается. А как залезть туда? Не лезет. Пробую сверху. Не получается. Как тут залезть-то? Люди в основном пиарят друзей, знакомых. А меня некому пиарить. Человек-паук вроде хотел меня пропиарить, но что-то он мне обещает, и обещает, так и не пропиарил. A reward on the road. На других площадках. Каких других площадках? На других площадках все еще меньше. Если ВКонтакте у меня подписчиков нормально, то это не значит, что они мои стримы смотрят. ВКонтакте там общие подписчики для всего. А, вот оно, это место, про которое мне Антон говорил. Что там босс будет. Но у меня он был не открыт. Help me collect these. Aren't those wolf hook seeds? Crush them. Put on wound. Bleeding stop. It's true. Wolf hook seeds have a liquid coating that not only functions as a mild painkiller, but also has a hemostatic effect. I read that in a book. Why? Илья тоже что-то не стримит уже. I have no idea. Hooks help seeds move. Ну, Liquid все stops сидит. pain and bleeding. Animal doesn't feel hooks. They take seeds far away. Вступай в киноманию к Паске под крыло, быстро раскрутят, но вряд ли. У меня с ними не очень хорошие отношения. Даже Фроза меня не будет раскручивать. Я уверен. I stay here. Take care of this one. I answer Red Girl's questions. Right, and if that lot does come back, I doubt they will try their luck against a member of the Knights of Favonius. Your wolf friend is not clear of my suspicion just yet, but we'll still need to fetch those seeds. Я не знаю, кто будет меня раскручивать. Какой смысл меня раскручивать кому-то? Меня скорее забанят, чем раскручивать будут. Yes. На Daddy Forever я обращался, я кидал ссылку на свой стрим. Но так и ничего не изменилось.
Он тебя вообще не знает. Ну, я его знаю зато. Razor was just telling me about the Wolven Code of Conduct. Mind-blowing stuff. Thank you. Я не буду рисковать ссылками. We've looked everywhere and haven't seen any other wolves. Yep, that's wolves for you. The one we managed to capture must have been sick or something. Могут пожаловаться еще. What are you doing here? ВКонтакте могут забанить за это. Revenge. It's him! The one who was raised by wolves! Huh? So, it was you! I should have known wolves aren't smart enough to be behind this. I can't believe you would help wolves plot against humans! Классно ты говоришь. They throw you some scraps and you treat them like kin? Have you forgotten what you are? Enough! Yeah! You can't talk about Razor like that! The Knights of Favonius are gonna let this guy off? We did not raid village. What is this disturbance to which А, мы за него играем теперь? Ну давайте посмотрим. This is no offering to Boreas. Not only do you come from my kind, so too do you fail to recognize your own transgression. Стоит только играть для себя и не париться. Ну да, согласен. Но я стараюсь играть во что-то более популярное. Потому что непопулярное это уж совсем. А как его валить-то? Он ничего... Как убить-то? А, урон наносится вроде. Фига урон. 1000. Мы быстро его завалим. Напоминает мне волка из Dark Souls. Leave it all to me. Клок. Я знаю одного стримера по Геншину, но он со мной общаться не будет. Он банит всех, кто просит, чтобы его прорекламировали. I taste blood. I must leave no stone unturned. Да, это со стороны с моей будет довольно-таки жалко выглядеть, если я буду кого-то помощи просить. Санькой Сони повадил, да? Много есть разногласий. Серьезно? Так мы его не одолели? It's just like he said. An outside wolf pack coming in and breaking the rules. They will reap what they have sown. But Razor, you must not get involved. This is for the wolves to settle between themselves. Ну спроси у нее. You fight not with claws, but with the sword. You strike not with teeth, but with lightning. You are human, Razor.
I am not like them. I don't belong. Просто у нас разногласия есть, вот поэтому из-за этих разногласий как-то у меня, так сказать, подгорело. Так-то мы особо-то не ссорились, но бывает, да, она, конечно, нет. Скорее, это по моей инициативе. This is a matter for the wolves, and the wolves alone. And you are Razor's Lupicar amongst humans. If you ever wish, you may train with me. Парей. I have nothing further to say. May we meet again, Razor and company. Я помню, кто-то хотел у нее пропиариться, она сказала: не делайте это типа из-под тишка и все такое, не делайте это на моем стриме, обязательно вообще посоветуйтесь со мной. Вот я как-то ей советоваться не могу, вот. Мне кажется, она не примет. Написал ей ВКонтакте, она ВКонтакте не сидит. What's that look for? Why don't you come to the city for a few days? Она не прочитает You have a сообщение. friend in Mondstadt anyway, right? You know, that red Bernie friend of yours? Красная девушка, это кто? You're not safe in the wild anymore, but I know that you don't want to hurt them. I'm fine. Don't worry. But I'm not city human. Могу сказать, что у меня такое положение как в стримах, как и в жизни одинаковое. But also not wolf. Но мне не надо унывать. Контакт не сидит, говоришь. Но она очень редко сидит там. Здесь тоже не могу. Рейзер, не унывай. Да вот и я не унываю. Thank you, traveler. Paimon and other red girl. Hey, we've been with you all this time, and you still don't even know my name? Ну да. Goodbye. Ладно, хоть не фарвел. Так, Вука, ну не одолели, задание выполнено. Так, теперь-то я могу. Мультиплеер не работает до сих пор. А прикол, у меня не сохранится игра. Это она вам не отвечает, тебе ответит, а ты с ней как-то приступить к испытанию. Вон оно что. Нет, я не пойду туда. Я понял. С локом сразиться можно. О, кстати, смолу можно потратить. Я сказал, что я этот квест сделаю, и все на этом. Легенда о полуночном герое. По саду ходят слуги о полуночном герое. А почему мультиплеер-то нельзя? Странная логика. У меня бан в мультиплеере. Завершите желание Якса, чтобы присоединиться. Что за желание Якса? Это что это так? Вот это? На этой каменной табличке остались слова некоего Яксы. То есть пока я Якса этого не закончу, ничего не будет? Окей. Но я скажу так, я и не грубил, так что я думаю... Были, да, случаи, когда на меня, конечно. Когда на меня наезжала. Но она не знает, какой я человек, поэтому... Повышала голос. Мне было это неприятно. Вот это вот открыть, попробовать. Блин, сейчас не хватит энергии. Блин, там сундук. Я забыл сундук взять. Вон. Совсем уже. В 90-м я тоже не ссорился. Но ему самому нужен пиар. Хотя его Фроза вроде пиарила. Но что-то как-то не особо пиар сработал.
Ты даже был у Паши дома и без стримов? Серьезно? Ну тогда ты можешь с киноманией поговорить насчет меня и может все наладится. Ну может быть народ пойдет. Хотя они скажут, давай Дэнди там и все такое. Ну, Дэнди я люблю, но я не хочу в одном Дэнди сидеть. Да я считаю, сейчас Дэнди не актуально. Is this an answer from this world? Почему ты 90-го не пропиаришь? Как-нибудь. Почему именно меня? Чем он хуже меня, типа? Я вот, например, не считаю его, так сказать, плохим стримером. Он старается. В чем-то он лучше меня даже. Той же Wings of Leon хорошо себя показал. И почему он признание не заработал? Был на легендарной кухне. Так может ты какой-нибудь тоже стример? Я даже не думал, что ты был киномана. Легендарной кухни. Это на старой кухне именно, не на новой. Ай-яй. Просто у него вся другая кухня. И некоторые люди, так сказать, разочаровались. А мне лично вообще все равно. Киномана очень странное мнение по поводу игр. Что поделать? Его мнение — это его мнение. Я уже смирился с этим. Раньше спорил по поводу мнений. Сейчас я начинаю уже отвыкать. О, уровень мира поднялся до 3-го. Максимум приключений 35. Когда-то приходит время, когда ты свою упрямость просто, так сказать, засовываешь куда подальше. Нет, на старый не был только в доме на новой кухне. У тебя, может, видео даже есть этой кухни? Легендарная кухня. Так. Какой там квест был? Желание Якса. Как его пройти? Угу. Киноманы Фродо все-таки это люди, так сказать, которых стоит пожалеть, так сказать. А меня-то за что жалеть? Это немного не того уровня люди. В сравнении со мной. 90-е вроде тоже из них же. Если Пепси вы пили пиво. Тебе лет-то хоть сколько? Тоже, наверное, 30 с чем-то летний, да? Ну раз из той же тусовки, с той киноман.
Вот Нюк ненавидит киномана. А я, кстати, к Нюку тоже не очень отношусь. Но Нюк один из главных стримеров Genshin Impact. Вот проблема вот в чем. Может, Фродо меня будет пиарить от Нюка. Ну, если это, конечно, может быть. Ну да, и к Нюку, конечно, не очень отношусь, понятное дело. Но, в принципе, я зла никакого не испытываю. В принципе, он в чем-то прав. По поводу современных игр, да, он, в принципе, прав. Но не по поводу всех современных игр. Я знаю, что вроде как Undertale понравился. И я этому рад. А вот Нюку не понравился. Ну, может, Нюк просто другое что-то надо. В сравнении со мной. 32 года? Ну тогда все понятно. Мне тоже 32 года. У меня даже вот 40-летний было 2 человека на стримах. Владимир и Василий. Василий Морвин, ты его видел, кстати, в чате. Он приходил. Вчера приходил. Я им обещал, что буду в основном современные игры стримить. Графоном все дела. Но в принципе, я так и делал. Киберпанк же стримил, Ассасинов стримил, Quantum Break. Что-то еще там стримил, не помню уже. Да как же высоко-то, а? Не, я не смогу тут. Слишком высоко. Никто не хочет слушать там какое-то нытье, пожалейку и прочую фигню. Это глупо, я считаю. Но почему-то люди ведутся же на пожалейки популярных блогеров и стримеров. Там удаление канала, там все такое, там типа вот это. На это же ведутся. Есть реально вот когда, знаешь, человек, так сказать, грустит, ему как-то печально, а есть реально наигранность. Вот у меня как-то и в этом я уже научился определять. Популярных блогеров всегда такая наигранность. Даже Бэдкомедиан признался, что он это все разыграл по поводу удаления канала. Но у него, кстати, ситуация была действительно какая-то серьезная. Но он решил пойти по сложному пути, он решил делать обзоры на фильмы. Но дело в том, что ему приходится еще и отвечать на сообщения разных там киноделов и прочее, конфликтовать постоянно с кем-то. И чтобы это интересно. Так, этот сейчас активируется. Нет, он не активировался. А, не, вот активируется. 48 уровень, вы что, издеваетесь? Хотя перезагрузку можно сейчас сделать. Интересно, а почему Фродо Геншин забросила? Блин, сейчас меня тут
завалят точно. Найдите способ открыть каменную табличку. Ах ты зараза. Leave it all to me. Try not to enjoy this too much. You're in for a little shock. Давай, давай, ломай его. Перегружай ему. Steady as stone. Ты зараза. Блин, ну ты крутишься, когда не надо, а? Ну все закончилось. Ну что это такое? Leave it all to me. Nice and spicy. Готов. Но он был жесткий. А, еще один. Ну, сейчас мы и с этим справимся, я думаю. I'll catch up. Да стоп тебя. Race you. Right hand into the fire. Water. Эх. Надо будет восстанавливаться. You're in for a little shock. Come a little closer. Да не надо было Сянлин. Я не хотел Сянлин. Ай-яй. Не стоит советовать свое мнение другим людям? Ну понятно. Я понял. Ну, я вот такой человек. Как хотите, так и принимайте. Такие же люди, как популярные же блогеры, навязывают мнение свое мнение людям. Те же XBT навязывают, и никто их за это не упрекает. А XBD, логвинов, ну или они просто делают рекламу. Хотя я как-то навязывал свое мнение, как бы сказать. Я не особо его навязываю даже. Не, у меня нет такого, чтоб я навязывал свое мнение. Может, и навязывал, но не в таких масштабах. Я же не виноват, что людям нравится непонятно что. Иногда. Например, кому-то нравятся вот эти карточные игры, вот эти вот рогалики. Я их вообще не понимаю. Да какого фига? Меня сейчас убьют. Да стоп тебя. Ты достал своими ракетами. Можно я как-то к тебе? Да почему мне не получается? Чернокнижник на Сегу? Нет, не играл. До сих пор. Хотел. Но не знаю, когда его играть буду. You come a little closer. Я вне стрима играю в PS1 и в аркадные автоматы.
Сейчас играю в призрак доспехов на PS1. До этого Крока проходил. А насчет навязывать свое мнение, я могу сказать про того же Нюка. А что, не навязывает свое мнение? Почти все навязывают свое мнение. Я не знаю, как можно на это придираться. Ни одного не знаю человека, кто не навязывает свое мнение. Так что делаем? Некрасу. Ну Некрас ничего такой. Но он тоже, к сожалению, стал слишком ну, стримить довольно такой сомнительный контент. Я его смотрел раньше. В основном МК у него интересно было смотреть. Но я такой же сомнительный контент стримлю, я не спорю. Но учитывая, что у него аудитория уже большая, почти 1 миллион подписчиков, я к Некрасу всегда хорошо относился. Вот именно вот к Некрасу, да. Но вот Куплинову не очень отношусь. Куплинов это совсем какой-то... Ну почему 10 миллионов у него, я понятия не имею. Сейчас хотя бы у меня... Русику. Ну да, он Рустам же. Но если Некрас меня пропиарит, буду рад. Интересно, он играет в Genshin? Он вроде тоже играет в Genshin, как я понял. То, что он хороший, добрый парень, то да. Ну там только гоночки он не любит, я знаю. Ну это его загоны. Он просто, наверное, не знает, что гоночки могут быть хорошие, а могут быть и не очень. Как в любом жанре. Любой жанр может быть разный. А я, честно говоря, думал, что ты как-то ко мне отнесешься после того, как я высказал свое мнение по поводу Last of Us 2. Ну, Last of Us 2 я вообще понять не могу. Ну, что поделать, ну... Кому-то нравится. Не могу в это поверить, правда. Ну, как я знаю, что... Я могу так сказать. Все равно... Так сказать, как бы тебе сказать? Все равно найдется тот, кому что-то не понравится. Этого не избежать. Так сказать, если человек прислушивается к мнению, то ладно. Если у человека нет своего мнения, а он просто хвалит игру, потому что там графон, как, например, на PS1 хвалят критики как он? Кого не Wars, потому что там графон. Все. Я об игре там ничего не услышал. И ставят 100 из 100. Первая лучше. Ну вот первая это действительно, она может быть и лучше. Я не играл в первую. Ну, выйдет первая на ПК, поиграю. А вторая, я считаю, просто уничтожение первой. Кто-то считает, что это развитие. В чем развитие, непонятно. Всех персонажей просто-напросто слили. Слили не в плане, что их убили, а в плане в том, что вот просто слили. Все характеры персонажей слили. Но с этим не каждый согласится. В этом-то и проблема. Многие боятся высказать свое мнение, потому что, например, оно не совпадает с мнением, например, Лагвинова. Потому что Лагвинов их пиарит.
ту же Алину Рин. Алина Рин не хочет с Огвином, так сказать, плохих отношений. Да, это, конечно, печально. Что Огвинов всем заправляет. Патриарх всей Руси, как его называют. You're in for a little shock. Но я не буду о нем говорить, а то меня что-то загнобят из-за него. Windblade! I am a disgrace to the night. Я вот, например, не согласен с мнением XBT во многом. Не по поводу Last of Us 2, а по поводу там Control, к примеру, или по поводу, не знаю, каких там еще игр, того же мессенджера. Да полно. Эх, меня сейчас завалят. Я пойду отсюда. По поводу многих игр. По поводу Black Book я с ними согласен. Игра довольно-таки так себе. В плане в том так себе, что она дает какие-то карты левые, и с этими картами ты не можешь нормально играть. Так, мне надо подлечиться. Тут Хира, я не понимаю, почему его так расхваливают. Я сам поиграл, хотел на нем зрителей подсобирать, но ничего не вышло. Превьюхи научиться делать, я вот не умею их делать. Мне фотошоп надо изучать, наверное. Хотя я знаю и стримеров, и блогеров, у которых никаких превьюшек нету. И их смотрят. Превьюшки в основном делают не начинающие. А начинающие, даже если будут делать, толку не будет. Вот, кстати, тебя все равно никто не знает. Я на их счет... Я их не знаю, а насчет Алины Рин, они со всеми, кто ее поддерживает и пиарит, нас Джоом начинала. Потом Джо ее слил. Джоб ее слил? В смысле слил он ее? А, фотки ее слил? Да? Я так думаю, что фотки он ее слил. Они, наверное, встречались, да? Я знаю, что многих стримеров фотки слили. Аляшу той же. А может, Аляша сама слила. Фиг знает. Эй, тоже нормальное отношение к этой стримерше. К Аляше. Да и к Алине Рин тоже нормальное отношение. Я, так сказать, нет никому плохих отношений, так сказать. Нормальные люди. Найди способ открыть каменную табличку. Ну, вроде как Алина Рин тоже в Genshin играет, да? А, слил, в смысле, перестал пиарить. Ну так, у нее есть аудитория Гитмана. Аудитория по Мэдисону у нее тоже. Ее там пиарят. Есть кому пиарить. И Вагвинов ее пиарит. Там найдется кому ее пиарить. У Фроза нет такого пиара. Она хотела, конечно, подружиться там с разными стримершами. Тянхату вот эту устроили. Ну там некоторые вроде как с ней сдружились. Ну там мало кто сдружился на самом деле. В общем, результат оказался печальным. Хотя, честно говоря, я бы был бы не против еще одной Тянхаты. Ну
да, играть, конечно, они не умеют, это понятное дело. Я не про Фрозу, конечно. Фроза, да, играть умеет. Фроза против них, она, как бы сказать, гигант. В хорошем смысле слова. Хотя сейчас показывает практика, со стримеру не обязательно играть во что-то. Уметь играть во что-то там. Как и блогеру то же самое. Обзорщику там всякое такое. Умение того. Надо просто, так сказать, уметь хорошо говорить в том плане, чтобы людей заинтересовать. Заговаривать, так сказать, людей. Есть такие. Вот XBT одни из тех, кто умеет заговаривать людей. Флагвинов такой же. Я сейчас не говорю про контент, про который они говорят, там, врут они или правду говорят. Нет, они просто умеют заговаривать. Шевцов такой же. Так, каменную табличку надо найти. Блин, я этот квест буду долго выполнять. Это точно. Вы в зоне цели. Ну вот, например, я сейчас вот это сломаю. Нет, да? Ничего. Что тут делать надо? Блин, мне бы Ивана сюда. Он бы мне сказал, что да как. А мультиплеер не работает. Так, вот письмо там пришло. Подарок, наверное. Событие военного лабиринта подходит к концу. Пожалуйста, не забудьте принять участие во время собрать награды. А я не знаю, что это за событие. Я не знаю, что это за событие. Мне никто про него ничего не говорил. Мне, может, оно и недоступно. Вот сюда, может. Камни какие-то. А, кстати, они же... Кстати, про Алину Рин-то. Они с Джобом же это делали эти аниме такие-то, эти сходки на Вальде. Что, они уже не делают, что ли, их? Все, что ли? Как Зуев с Гитманом. Ну, блин, Зуев с Гитманом. Я Зуева вообще не люблю. Вот кого я не люблю, так это вот Виктора Зуева. Вот этот человек мне не нравится. Он пожелал пиратам всем сдохнуть. Как я могу такого человека любить после этого? То есть все должны тратить деньги на все, да? А если игра не понравится, зря деньги отдать? Логика? Учитывая, как сейчас делают игры, особенно ААА. А как это открыть? Так, это что у нас за цветок? Так, это что-то такое. А, вот это, наверное, надо, да? О. А, это такая же, как бы... Я уже такое делал.
Так, надо еще 2 таких. А вон она, еще одна. А тут хиличурву охраняют. А, да, я вот отсюда свалил. Все, я понял. I must leave no stone unturned. Они довольно мощные стали, потому что уровень мира повысился. Давай, давай, огнем его. Я сначала к Геншину относился как-то не очень хорошо. Думал, что она как бы обычная игра по аниме, ну, по аниме стиле, но нет. Сейчас я уже совсем по-другому говорю. Довольно занимательная эта игра. Блин, мне надо как-то что-то сделать. Что-то мне надо... Давай, перезагружай его. Отлично. Перегружай, точнее, не перезагружай. Так, к этому залезть надо. Чтобы он не стрелял из лука. Я хотел аудиторию набрать в Хардстоуне, в Фортнайте. Вот я знаю одного стримера, который в Хардстоуне набрал с себя аудиторию. Его сейчас смотрят. Ну, по 20 человек, но он только начинает. Это нормально. Но до этого он делал реакции. Хотя люди, которые любят реакции, они особо не смотрят стримы, как я заметил. Так, драгоценный сундук. Я узнал, что стримеров там много, и как бы... Не знаю, конкуренцией это назвать можно ли или нельзя. Стримеров много, у каждого свой зритель. А так сказать, делиться зрителями... У меня верный зритель это Антон. Я его назвал верным зрителем, ну... Потому что он постоянно бывает на моих стримах. Сейчас он не может быть на моем стриме, потому что он сейчас не дома. А там интернета нет. Вообще-то он заходил даже когда интернет был мобильный. Но там слишком дорогой мобильный интернет, поэтому... 1000 рублей за... Сколько там? 30 гигов трафика? Ну, это кошмар какой-то. Кто бы захотел такой трафик? Ну, Рома это тоже как бы верный зритель, да. Но Рома это... Рома модератор же. Не забывай. Рома это верный модератор. Как да, он не зритель, он модератор. У Ромы высшее звание, так сказать. Я предлагал Антону быть модератором, но он не хочет. Так, сюда по поводу Ромы, ты, конечно, правильно подметил, но Рома это не зритель, Рома это модератор. В общем, он и зритель, и модератор, вот так вот. У него 2 звания.
Хотя зритель это не звание. Ну, Илью я, конечно, не буду в счет приплетать. Потому что это Илья, это Илья. Is this an answer from this world? Что поделаешь, есть люди, у которых мнение твое, например, не совпадает. Ничего с этим не поделать. Мне нравится то, от чего я получаю удовольствие. Вот и все. Так, я хотел тут сундук забрать, а тут, по-моему, его уже нет. Или он исчез, или еще что. Мне надо открыть каменную табличку. Мне надо найти последний фрагмент. Где он может быть? Мне красоты подписчиков много, а вот в плане на стримах я посмотрел, сколько у него онлайн. У него меньше 1000 постоянно. Почему подписчиков так много тогда? Так, кстати, у Купленова то же самое. 10 миллионов подписчиков, а зрителей даже 1000 не набирается на стримах. Хотя на обычных каких-нибудь видосах у него набирается очень много просмотров. Миллионы просмотров. Не знаю, в чем логика. Так, надо же еще один, да, поставить? А где он? Я вижу, где можно выбить эти штуки. А вот. У нас там еще Человек-паук, кстати, тоже нормальный зритель. Рома, давай не будем мистера Грина. Мистер Грин с киноманией дружит, если ты не в курсе. Если он с киноманией дружит, то пускай. Он любитель потроллить, да, но он троллит только из-за того, что ему скучно. Тролли такие же обычные люди, как и мы. Я тоже могу быть троллем для кого-то. Хотя я таким не являюсь. К сожалению, такое мнение есть обо мне, что я тоже типа тролля. Я не шучу сейчас. Такое есть. А как я ее поставлю-то? Как? Как-то может... Вот здесь надо что-то.
Я пытаюсь понять, как мне туда залезть. Может, мне и не надо залезать. Но если я сейчас вот сломаю ее, я вот не успею я просто. Просто не успею. Вот чисто вот логически даже не успею. Так, а где эта штука-то еще одна? Она должна мелькать. Все по кругу буду обходить. С той же этой Тэй у меня нормальные отношения. Ну, как сказать. Ну, Тэй там... Я особо Тэй не могу смотреть, если честно. Она какая-то, ну... Ну, просто вот не могу ее смотреть уже. Как-то вот не знаю. Ничего против ее не имею, просто не могу ее смотреть. Ну и записи она не сохраняет. Кстати, к Кристине нормально отношусь. Про гаджет XTS вроде как. У меня тоже аудитории мало. А почему-то какие-то хорроры подсела. Ну, не хорроры, а вот эти вот скримеры. Это не хорроры. Вот люди вот пытаются говорить, что вот это хорроры. Какие-то хорроры. Ну, серьезно. Nice and spicy. Искусственный способ напугать называют хоррором. Is this an answer from this world? Я такой называю псевдохоррор. Блин, да где оно? Кто-то Резидент не называет хоррором. Ну типа потому что нет скримеров. Как можно говорить, что хоррор это скримеры? Есть же каналы, реально продвигающие вот это вот, что хорроры это, ну вот скримеры. Чем больше скримеров, тем больше хоррора. И ты такой, чего? Тогда Mortal Kombat тоже хоррор, потому что там в крипте скримеры. Mortal Kombat тоже хоррор по такой логике. 9, там этот скример есть на кладбище. В 10 есть 3 скримера. И в этом в 11 есть скример. Когда маску, повязку одеваешь на глаза. Появляется внезапно какой-то чел, убивает тебя. Ну ведь хоррором его почему-то не называют. А может мне надо какую-то статую активировать? Ой, статуя. Это фею найти. А вот этот камень ломается? Интересно. Нет. Рома, как у тебя там с Кеной-то? Ты уж извини, я не прихожу на нее.
Просто и самому стримить, и еще кого-то смотреть, это много времени отнимает. Надеюсь, ты меня поймешь. Я до сих пор не могу найти эту штуку. Где она? Там как-то надо вот пройти. Я не знаю, как там пройти. Я не знал, что мистер Грин является зрителем Фроза, можно сказать, киномании. Я удивлен. Я думаю, это какой-то неадекват. Какой-то школьник, который только кроме Майнкрафта ничего не знает. Это оказался человек моего возраста. Чудеса! А, может наверх залезть? А сверху потом, так сказать, это... Давай, давай, стой, стой, стой. Да, вот такие хитрые места есть. Может, наверху надо сломать, а потом сверху перелететь туда, вниз. Ну, что-то я не вижу. А, так вон оно. А, вон она где. Я вижу ее. Мне надо открыть эту штуку. Вот это мне надо открыть. А как я открою? Вот здесь она, вот она. Вот она, я парюсь. Но я буду париться, потому что я не знаю, как это открыть. Как я это открою? Может, мне надо как-то издалека сломать? А если я издалека ее попробую сломать? Ну, луком, наверное, не сломать. Вот как мне быстро туда забраться? Вот так? Вот так, кстати, можно. Или мне надо тут найти этих... Возвышение. Я не успею. Видите, она исчезла. Такой, что я тебе тупо вопрос задавал. Ну, кажется, вот так. Вот так, как вариант. Вот так можно. Но мне надо близкую найти как-то. Есть ближе? Штука, которую можно сломать.
недалеко находятся. Как я успею? А если только... Не, никак. Ну, даже если я добегу, я не смогу забраться. И она исчезнет. Все исчезло. Купи слона? Это вопрос? О, вот это вопрос. Купи слона. А может вон туда наверх забраться? На самый верх попробовать. Ну-ка я не подумал, кстати. Забраться на это здание. Угу. Пик-пик, оно получится. Попробовать забраться на эту штуку. Так. Не получится, что ли? Головой стукается. Так. А, ну я могу, в принципе, залезть на скалу и со скалы попробовать. Может, не так? Все, задержался я уже. Там, наверное, времени уже. Перерыв. Нет. Давай быстрее. О. Давайте вот туда взлетим. Попробуем. Нет. Не хватает. Где она лазит-то? Текстура, что ли, застряла? Привет, Диспаник. Ты дурак, не приглашает. В смысле? В смысле я дурак? В каком смысле я дурак-то? А, может вот сюда? Это что такое? Вот отсюда попробую. Отсюда, я думаю, прилечу. А, реально, вот так надо делать? А, то есть вот это для сундука получается. Вот эту штуку надо. А как сундук этот взять? Наконец-то я додумался. Я не успею там.
Да не думаю, что я дурак. Ура! Наконец-то. Наконец-то я это открыл. Пьяну. А рыбалка-то когда будет доступна? Ой, фига тут сундуков. Драгоценный сундук. Open sesame! Oh, now I'm hungry. Еще драгоценный сундук. Но что-то в нем мало было всего. Еще драгоценный. Меч богатыря. Посыльный. Орлиное гнездо перовезунчика. О, все, мультиплеер открылся, отлично. А особое событие что, оно не работает? Где рыба? Рыба не ловится. Ну-ка, рыбу пойдем ловить сейчас. Не-не-не-не-не, это не то. Вот окна, конечно. Мы пошли рыбу ловить. Вот моя рыба. Пока вы не смотрели, Тарталь незаметно тренировался, также он нашел много материалов. Ох уж это Тарталья, а. 1000 чертей. 4 рыбы у нас. Так, а у нас же еще ресурсы где-то есть. Мистер Грин идет домой, и ты выпиваешь. Чего? Получено получить. А чё это получить-то нельзя? Или это не ежедневные задания? А, это за вот эти опыты, что ли? Кстати, можно сжечь рыбу. Надо попробовать сжечь рыбу. Так, давайте собирать. Вы, наверное, все видите? Что я тут собираю? Дровишки собираем. Рыбку тоже давай. О, а еще жарить. Давайте сожгем все рыбу. Давайте вот так готовить. Сожгем рыбу. Сделаем из нее черную. Давай черную рыбу. Испаник, я так понял, опять. О, рыба черная. Пьют новая запись в архиве. Жареная рыба из другого измерения. Жарили так долго, что блюдо наполнилось неведомыми силами. Надеюсь, вам видно эта картина. Да, видно. Вот это весело. Так, окей. Что, еще поджарим? А давайте еще одну сожгем. Громко через переводчика пишет. А, иди домой, ты пьян. Мистер Грин, иди домой, ты пьян. Скорее всего, да, это Рома написал. Легкий вкус. Жареная рыба из другого измерения. А, то есть она то же самое будет другого измерения.
Обжарено с обеих сторон с умеренным количеством приправ. Давайте. Рома, да, блин, ты слишком, так сказать, плохо знаешь людей. Рома, серьезно, ну, ты своим гневом только, не знаю, оставь мистера Грина в покое, пускай делает, что хочет. Так, оно золотое хоть? Ну, вроде золотой. О, открыта новая запись в архиве. Жареный золотистый окунь. Коротко золотистый и хрустящий вкус насыщенный. Рыба сочная, это невероятный вкус поразит вас в самое сердце. Рома самогон опять выпил. Ну вот, я даже не знаю, кто из вас пьет. Вкусно, сочно, на взгляд слюнки текут. Так, а мне надо знать, какие там еще есть. При выходе прогресс не сохраняется, материалы не вычитаются. Сочная и нежная жареная рыба. Не сильно прожарен, сохраняет сочность, нежная, словно тает во рту. Как определить это? Давайте в окне еще одного. Не сильно прожаренная. Пускай будет красненькая. Легким вкусом. Постная жареная рыба. Полезная еда с малым содержанием приправ может садиться со вкусом самой рыбы. Обжаренный с обеих сторон с умеренным количеством приправ. Так я уже сделал. Я же обжаривал с обеих сторон. О, теперь можно получить награду. Награда будет отправлена в течение 50 минут. Ну как убирай с меня модрику, я терпеть его не буду. Ты серьезно? Блокировать награды. Они разблокированы вроде. Так, а вот как вот это вот? Рома, тебе придется всех терпеть. Кого я терплю. Точнее, не терплю. Кто ко мне будет приходить. Тебе придется всех терпеть. Потому что ты пойми, YouTube это такая площадка. Мне и так настроения нету, на таких как он. А ты понимаешь, интернету пофигу. Есть у тебя настроение, нет настроения. Нужно понимать, что не надо все близко к сердцу, так сказать, принимать. В общем, принимать и два раза сказал, ладно. Сильно прожарить сохраняет сущность, нежная соло тает. Не сильно прожаренная. Это как, блин? Жареный змееголов. Ой, подгорело. Змееголов. Это как понять? Ой, подгорело. Пусть сидит в бане. Зачем? Рома, зачем ты его в бан посадил? Оставь. Давайте насыщенный. Бери его из бана.
Обильно приправленная жареная рыба. Приправа переливает вкус самой рыбы. Умеренное количество приправ. Умеренное количество приправ это как понять? Легкий вкус, наверное. Постная жареная рыба. Полезный издаст мало содержания приправ, мало садить вкус самой рыбы. Почему постная? Полностью обжарена с двух сторон. Еще можно просто полностью обжарить с двух сторон. Как узнать, обжарена она или нет? Постная жареная рыба. Давайте аризию попробуем. Эмма, у тебя вообще стрессоустойчивости, я так понимаю, нету. Вы всех кинул в бан. Это печально. Кто там, мы даже украдкой фотографировали, похоже, у него мирный нрав. Так, ну тут рыбы не дают. У нас, блин, несколько раз вкладка открыта. Ладно, все. Все, закончили мы с этим. Закончили с рыбой. Сейчас письмо придет. Оно уже пришло. С подарками за рыбу. Так, легенда полночного героя. Ну да потом. Так, у нас награды. 30 тысяч, 4 тысяч, 3 тысячи, 60 камней истока. If there's nothing better to do, we could go for Снова у нас еще не накопилось. Так, 553. Еще 800, и можно будет открывать. Ладно, наверное, пора заканчивать. А что там, события еще активировать? Войны лабиринта. Доступно после выполнения желаний. Осталось времени 2 дня. По качественной мистической палате Омё томятся в заключении небывалого свирепые чудовища. В одиночку преодолейте бесчисленные опасности и помогите Сики и Тайоси восстановить фрагменты. Сики и Тайоси. А, можно вот эту девочку с гитарой получить. Блин, хочу девочку с гитарой. Описание предмета. Единственный рок-музыкант Лиюэ. Своей вдохновляющей музыкой и пением она выражает протест предубеждением. Круто. Nice to meet you. My name is Xiangling. I'm a chef from Liyue. Чтобы найти Сянлин, третий этаж, сол 3. Но она у меня и так есть.
О, тестовый забег, весенний аромат. Выполните испытания пробного уровня персонажа Хутау, чтобы получить. Чайник. Взрывной рост популяции. Короче, проверю, мистер Грин забанен или нет. Вообще всех разбанил. Пусть пишут, что хотят. Рома не понимает, что благодаря таким людям, как мистер Грин, активность появляется. Ну, я думаю, здесь где-то встать можно, и в следующий раз отсюда начнем. Ну что ж, у нас 30 ранг приключений. А за 30 ранг мы получили награды? Я не получил награды за 30 ранг, кстати. Ну, нормальные награды. Вот на 35-м надо будет повышаться. Ну что ж, ну вот на сегодня хватит. Ну что ж, всем спасибо, кто смотрел. Отдельно спасибо тем, кто смотрел в записи. Отдельно спасибо тем, кто писал в чате. Подписывайтесь на канал на YouTube Genshin Гейме. Также есть Facebook и Одноклассники. Всем удачи и до скорой встречи. Еще увидимся.